войсками. Войска уже, в принципе, введены. Это я сам видел, так сказать, на Мофите стоял. Ребят, мы выходим в эфир. Я уже нажал активировать, выходим в эфир, поэтому сейчас можно закончить пока разговаривать, чтобы мы там все тайны, Альберт, твои всех не узнали. Привет, Руслан. Так, ну что, мы ждем, Руслан, тебя, отмашки. Ну все, ребят, да, мы все здесь собрались. Спасибо всем, что вы с нами. Те, кто смотрит это в записи, тоже всем привет. Задавайте в комментариях вопросы. Мы, как видите, на все ваши вопросы, которые вы задавали на нашем прошлом эфире, как раз вот, сегодня их сформулировали и будем общаться с нашими спикерами. Вот. Сегодня наша тема, так же, как и вчера, мы хотим разобраться, что в мире происходит, и мы пригласили несколько очень крутых экспертов и распределили их по времени, потому что был фидбэк в прошлый раз, что когда сразу все говорят, не все понятно, не каждый успевает высказаться, и поэтому первое, кому мы хотим дать слово, это Павел Черкашин, венчурный инвестор. Он управляет фондом $100 миллионов плюс, у него несколько, значит, в портфеле есть несколько единорогов. Вот, и я знаю этого человека как того, кто умеет предугадывать будущее, разбираться в технологиях. И, соответственно, мне очень интересно, чтобы вот Паша рассказал то, как он сейчас видит весь, что происходит в мире. С нами Альберт будет обсуждать. Альберт, он основатель тоже компании, он занимается ликвидацией активов здесь, в Кремниевой долине, и очень четко чувствует, что сейчас происходит, потому что прямо сейчас к нему уже какие-то компании, возможно, обращаются. Эти ребята управляют недвижимостью, владеют недвижимостью в Америке, есть стартапы, большой опыт в Кремниевой долине давно. Поэтому, Паша, Альберт, вопрос вам. Как уберечь активы, куда сейчас инвестируют грамотные люди в недвижимость, стартапы? У нас с вами вот такая тема обсуждения, где-то на протяжении 40 минут я предлагаю вам немножко поговорить. Спасибо. Да, ну я сразу оговорюсь, я там не политический эксперт, и в макроэкономике не очень понимаю, я больше про бизнес и технологии. Вот, но, в общем, то есть если отвлечься от того, что происходит там с медицинской точки зрения, то с экономической точки зрения нас ждет серьезный передел собственности. Очень тяжелые времена будут у малого бизнеса и у целого ряда отраслей, которые от него завязаны. Там, та же недвижимость, да, очень сильно завязана на кредитоспособности среднего класса. Там, если этот средний класс проседает, а сейчас там выйдет отчеты первого квартала, потом второго квартала, очень разочарующие по крупным корпорациям, они начнут увольнения, там посыпется по цепочке как бы пирамида взаимосвязей с их поставщиками, и это сильно отразится на рынке, с одной стороны. С другой стороны, мы испытываем совершенно беспрецедентный рост онлайн-экономики, да, или того, что я назвал экономикой одиночества. Да, то есть там люди сидят дома, им делать нечего, и мы говорим о том, что там миллиард человек впервые в жизни попробует купить что-то онлайн, да, там миллиард человек попробует впервые онлайн-видеосервисы, и какая-то часть из них, к удивлению своему, обнаружит, насколько это удобно и хорошо, в том числе там дистанционное образование, да, и это привнесет в интернет-экономику огромное количество новых пользователей. Главное, чтобы интернет не упал. Да? Уже Netflix приходится ограничивать скорость доступа к... То есть, качество видео, которое они распространяют, потому что они просто не справляются с объемами, не привыкли к такому количеству пользователей. Вот. Вот мне больше, наверное, будет интересно проговорить про то, какие возможности это открывает для новых бизнесов, нежели чем там, комплексовать по поводу того, какие проблемы сейчас у людей. Туалетной бумаги нет там, и так далее. Паш, спасибо большое тебе за твою картинку. Давай сейчас Альберт коротко тоже выскажется, как он на все смотрит. Я напоминаю, что у нас с вами, Альберт, Паш, 40 минут. Хотелось бы сейчас тоже короткий ракурс, и потом какие-то конкретные, возможно, какие вы предпринимать намереваетесь шаги. Я вот видел, Паша уже запустил какой-то стартап там или какую-то команду делает, да, то есть интересно, чтобы ты поделился. Альберт там наоборот выходит в кэш,
готовит наличку, чтобы сейчас скупать все за бесценок, а потом, когда кризис закончится, это продавать. Интересно, вот сама тоже стратегия. Альберт, поделись тем, как ты видишь сейчас ситуацию, и мы, соответственно, пообщаемся на тему того конкретно, что ты будешь делать. Спасибо. Спасибо, Руслан. В принципе, я согласен с моим коллегой Пашей насчет его видения общей обстановки экономической. Да, давайте мы сейчас абстрагируемся от всяких политических аспектов конспирологии и медицины, так сказать, поскольку не в зависимости от того, что это, почему это и стоит ли это делается. Значит, по каким-то причинам мировые правительства решили сделать вот такую, так сказать, затею. Да? Паша достаточно грамотно объяснил патогенез, то есть сейчас существует колоссальный тектонический, я бы сказал, сдвиг на уровне межкомпани связи между странами, между континентами, то есть разрываются все цепочки, которые выстроились в вот этом глобальном мире. Это, конечно, приведет к очень серьезным последствиям. Мы с Пашей давние оппоненты, в смысле того, что он любит говорить о, скажем, инвестировании 5-10 лет вперед. Я люблю инвестирование, говорить, от года до 5, до 5, скажем так. И его стратегия – это growth, моя стратегия – это conservation, то есть это income preservation, то есть это… Сохранение капитала. Да. Сохранение капитала. Сохранение капитала, да. Я извиняюсь, я говорю иногда по-английски, поскольку здесь уже 30 лет, и просто это не потому, что я стараюсь американизмами, так сказать, похвастаться, а просто как-то оно встроено в речи, тяжело иногда вспоминать какие-то русские дела, в смысле русские слова. Значит, что касательно… То есть он абсолютно правильно объяснил, что сейчас происходит. Значит, я хотел бы только добавить к этому… Есть такая очень важная психологическая часть всех участников рынка. Это влияет на покупательную способность. То есть это желание, так сказать, stakeholders, ну, то есть участников бизнес-процессов, потому что всегда есть какой-то покупатель и есть продавец. Значит, желание покупателей что-то потреблять, то есть потребителей что-то потреблять. Вот это, я боюсь, будет сейчас очень серьезно нарушено. Это все в зависимости от того, какой менталитет в каждой стране и сколько везде это продлится. То есть если пока это все воспринимается как шутка, но вот мы тут ожидаем с дня на день введения более жестких мер в Америке. Например, значит, вплоть до такого полувоенного положения, когда это будет, в общем-то, более жестко форсироваться. И вот тогда, когда люди поймут, что это все не шутка и это по-быстрому не уйдет, вот тут, может быть, очень большие тектонические, как я уже сказал, изменения на рынке потребления. Значит, ну, как бы, я уверен, что это затронет, так сказать, это, естественно, первым образом затронет сервисную индустрию, то есть это ивенты, это туризм, это различного рода шоу, выставки, концерты и так далее. То есть все эти участники всех этих бизнес-процессов сейчас находятся, ну, в колоссальной экономической яме. Значит, выберутся они из этой ямы? Нет. Это, конечно, большой вопрос. Значит, Паша, в общем-то, интересно сказал, что все это будет уходить онлайн, и я с этим согласен. Кое-что будет, кое-что не будет. Есть некоторые вещи, которые, скажем, как туризм, я, конечно, понимаю, тут у нас, я не помню, кто-то на предыдущем вебинаре говорил, что типа нефига ездить, можно виртуально Лувр посмотреть. Это все, конечно, очень хорошо, но, так сказать, большинство людей, насколько я знаю, все-таки хотят посмотреть вживую и Эйфелеву башню, и променад, и так далее, и так далее. Значит, будет ли это все сдвигаться в формате онлайн? Скорее всего, кое-что будет, и компании, которые сейчас уже позиционированы на этот рынок, они наверняка получат очень серьезные выигрыши. Вот, например, если вы посмотрите, ну это уже вот
к вопросу о... Да, Альберт, можно я сейчас чуток буду модерировать? У нас вот 10 минут прошло, мы общаемся. Давайте вот эти полчаса сейчас вот просто определим. Вот у каждого из вас есть активы и IT или были, да, у тебя, Альберт? Я не знаю, у тебя, по-моему, тоже что-то есть, да, там IT, там вот технологии, технологические всякие активы, да, там стартапы, венчурные истории. Есть активы, вот именно недвижимость, да, real estate по-английски. То есть вот какая ваша стратегия конкретно сейчас для того, чтобы уберечь эти активы, вот, и чтобы сейчас вот, ну, минимальные потери, вот, ну, какая вот стратегия, просто я думаю, что нашим как раз зрителям, которые смотрят и которые вопросы задавали, они именно этим интересовались, и было бы здорово сейчас мы, чтобы подискутируем, у нас еще 30 минут есть, там по 15 минут каждый, либо как вы выберете, да, чтобы вот каждый... Можно я скажу сейчас одну вещь? Мне интересно, что Альберт по этому поводу думает. То есть там любой кризис – это прекрасное время для, на самом деле, наращивания активов, потому что идет активный спад, потом идет активный рост. Но при этом самое главное, что нужно определить инвестору, это понять тот момент, когда, грубо говоря, рынок опустился до уровня дна, и ты понимаешь, что дальше он особо двигаться не будет, и можно начинать инвестировать или что-то предпринимать, какие-то действия. Пока он падает, ты просто сидишь и ждешь, чего же произойдет. Вот мне тоже интересно услышать там и Альберт, и всех остальных мнений на предмет того, что считаем ли мы, что этот пик этого кризиса уже прошел. То есть, нет, пик падения. То есть кризис состоит из двух этапов. Сначала падение, потом рецессия. Да, там, очевидно, я думаю, что все согласятся, что рецессия будет там на пару лет. Ограниченная покупательская способность, там, осторожность и все остальное. Но рецессия – это все равно постоянный рост, пусть не такой быстрый, но он там рост с низкой базы. Вот я считаю, что на прошлой неделе экономика мировая прошла эту точку максимального падения или очень близка к ней. То есть для меня уже наступило время, грубо говоря, настроение действовать, что-то делать. Можно там инвестировать, смотреть новые активы, пытаться анализировать, кто выживет, и понимать, как эффективно использовать следующие там 2 года рецессии. Вот. Но мне интересно, Альберт, что ты думаешь по этому поводу? Прошли мы эту точку или еще нет? Паш, значит, две вещи я хотел сказать. Во-первых, я думаю, что ты в основном говоришь о бумажных активах, то есть это биржевые активы, различного рода ценные бумаги, оперирующие В первую очередь, да. Либо с security, да, и так далее. Не, ну, потому что существуют другие инструменты. Значит, я бы хотел, прежде чем ответить на этот вопрос, немножко поговорить о том, потому что многие пользователи, которые смотрят канал Руслана, они молодые предприниматели, они могут не настолько быть продвинуты, как ты и я в области понимания финансовых инструментов. И просто несколько слов сказать о том, о чем мы вообще будем сейчас говорить. Потому что иначе мы говорим об одном, а пользователи могут не понимать, о чем мы говорим. Просто как бы некоторые определения сделать. Да? То есть существуют разные виды инвестиций. Существуют инвестиции в так называемые hard assets, то есть это real estate, это в смысле это недвижимость, соответственно, какие-то физические элементы типа ценных металлов, бриллиантов там, и так далее. То есть какие-то активы, которые можно условно говоря руками потрогать. Да? Существуют бумажные активы. Это различного рода ценные бумаги. И существуют также более сложные финансовые инструменты, это так называемые деривативы и так далее, которые вообще мы сейчас не будем рассматривать в контексте этого, так сказать, разговора. Да? Значит, что бы я хотел посоветовать, самое главное людям, чтобы они ни в коем случае, вот тут у нас уже был разговор, не пробовали скупать золото или бриллианты. Вот это самый неприятный актив, с которым вы можете столкнуться. Потому что подумайте только об одном. Вот вы купили кусок там, золота в каком-то формате, там, ювелирных изделиях или там в куске, в смысле брикете и так далее. Как вы его потом продавать будете? Кому? Вот какой у вас будет механизм продажи этого куска металла? И вы поймете, что это очень сложный вопрос. То есть как только вы вынесете, условно говоря, за пределы какой-то там торговой структуры,
она на этом, все люди, которые в эту, так сказать, вовлечены в эту цепочку поставки вам этого металла, заработали деньги, как вы потом его будете продавать? Если вы придете к этой же структуре и скажете, вот, ну, вот вам обратно Ты это. правильно понимаешь, что сейчас надо смотреть на то, ну, какие активы в будущем, ну, будут ликвидны, так? То есть ты вот эту стратегию выбираешь. Я просто хочу немножко смоделировать, чтобы мы больше конкретики для людей, которые прямо сейчас... Да, но если представить себе там крайний сценарий, что бунты на улице и единственная валюта – это туалетная бумага, то, в принципе, золото – хорошая инвестиция, потому что можно там слиток в карман положить, и если что, там на посту взятку дать, чтобы тебя пропустили в зону обезопасенную. Мы, кстати, знаем все по сюжетам постапокалиптических компьютерных игр. Да. Ребят, давайте вот что сделаем. Что будет Опять же, смотрите, я просто хотел для разного пользователей, я просто начал к чему говорить. Я хочу как бы для разного уровня пользователей донести некоторый контент, который люди, ну, как бы практически могли применить в своей жизни. Кроме постапокалиптических, так сказать, сценариев, когда мы будем типа Бешеный Макс там, и так далее, когда мы будем там с этими самыми, с дробовиками там ходить и так далее. Значит, мы оставим этот сценарий, давайте мы все-таки фокусируемся сейчас на обычную экономическую ситуацию, а не какие-то там послевоенные. Если, я думаю, будет война, то уже, думаю... Не, ну, Альберт, ну ты сразу скажу, у тебя какое оружие дома есть? Купил автоматическое оружие, сейчас закупился или нет? Ну, мы с тобой потом, часто. На всякий случай. Я просто слышу, что действительно сейчас там вчера... Оружие все раскупили, кстати, в магазине. Оружие раскупили, были, значит, по оценкам, кстати говоря, вот насчет инвестиций, по оценкам, значит, независимых источников, за месяц было продано столько, сколько обычно за год. Это оружие... Реально готовятся к чему-то, да, готовятся к тому, что, если что, выйти на улицу там, или к чему они вообще готовятся? Нет, наоборот, они готовятся защищать дом в случае, если начнутся какие-то беспорядки. Ну, я, например, сделал инвентарию, так сказать, амуниции и так далее, потому что, в общем, шутками локальные, так сказать, ситуации могут быть для этого войска и вой, потому что если народ, условно говоря, будет доведен до определенной крайности, он может выйти на улицу, это называется в Америке riot, это бунт, ну, как сказать по-русски, но это не бунт, да. В понимании русского народа, это как бы люди в магазины грабят, вот такого плана. Ладно, ребят, давайте мы сейчас на эту тему не будем фокусироваться, давайте мы как бы поговорим про инвестиции, а не про геополитические, так сказать. Мы можем на эту тему отдельную передачу делать, про оружие там, и так далее, но смотрите, вот... Недвижимость или стартапы? Давай, Альберт, нас тема просто именно это спрашивали, я хочу на этот ответ дать, на эти вопросы. Сейчас я дам ответ, подожди, сейчас я отвечу Паше. Значит, прошли ли мы дно? Нет, глубоко не прошли. Значит, сейчас только компании будут давать плохие новости, пока еще новости никто даже плохие не давал, только пока предсказания. Значит, предсказания такие, что валовый национальный продукт Китая уменьшится на 40%, валовый национальный продукт европейских стран на 30%, и валовый национальный продукт Америки где-то на 20%. Значит, чтобы вам просто сказать пример, значит, в 2008 году, когда была рецессия, валовый национальный продукт Америки уменьшился на 5%. То есть здесь это цифры, которые вообще несоизмеримы. Значит, через 2 недели, через 3 недели ожидается безработица в Америке на уровне 20%. Уже 1 миллион человек зафайлил, то есть это зафайлируют еще, я уверен, где-то 20. Это абсолютно такое, это уже весь вопрос в процессе. То есть, не, что... Понятно, Альберт, никто не спорит в том, что экономические показатели падают, но я просто считаю, что падение рынков, это скорее отражает психологическое состояние, там, панику, грубо говоря. Вот максимальный порог того, на какую панику люди пойдут, мне кажется, уже пройден. Дальше чисто экономическая статистика начнется. Да, будут плохие показатели, но они уже отыграны на рынке в этом паническом падении. Разве нет? Это да и нет. Значит, есть вопрос, про какие конкретно ценные бумаги ты говоришь. Вот я по своим, так сказать, естественно, так сказать, умозрениям решил прикупить некоторых акций, и к своему неприятному удивлению увидел, что они, к сожалению, вообще не упали. Ну вот, например, четкие выигрыши, вот я считаю, будет у нескольких компаний, например, Costco и Amazon. Потому что обе компании
они, то, что называется value-added delivery, у них качественный товар за низкую цену, а Amazon к этому добавляется еще и digital контент и хостинг, да, то, что наиболее сейчас востребовано. Если посмотришь на динамику акций обоих компаний, то они... Паша сразу пошел смотреть. Да, пошел смотреть сразу в акции. Если ты посмотришь, что они практически телепаются там, где они и были. То есть, ну, там есть некоторые там на несколько процентов падения, но ничего интересного такого нет. То есть это не подешевевший актив, который надо скупать. Я сторонник, как ты знаешь, покупки резко подешевевших активов. Это актив, который, я считаю, каждый должен иметь, там, скажем, ну, Costco, там, Amazon, несколько там, скажем, какой-то процент вашего портфолио. Но мое мнение такое, что надо дожидаться и скупать реальные физические активы в виде real estate. Вот real estate во многих странах упадет, ну, не в разы, но, может быть, но на очень серьезной процентной категории. Я вам скажу так, что вот у меня подруга сейчас пытается продать. Ну, так он и вырос до этого там. Если брать ту же долину, там цена недвижимости выросла, не знаю, в 3-4 раза за последние там, 5 лет. Сейчас упадет вдвое, но это все равно больше, чем... Это все равно там в 3 раза выше, чем она была в прошлый кризис. Ну, смотри, значит, с недвижимостью вот какой эффект. Значит, сейчас очень выгодно покупать, вот когда она падает, а потом поднимается, идет отскок 1 к 4. Потому что недвижимость, в отличие от России, здесь все покупают на моргидж. Значит, соответственно, у тебя получается плечо. Ты привлекаешь банк и государство разделить с тобой риск. Соответственно, если вот давай мы, скажем, такой пример для тех, кто не особенно разбирается, что такое плечо и так далее. Вот у тебя, скажем, ты покупаешь дом за $1 миллион, я просто чисто, так сказать, абстрактно говорю, да? Значит, соответственно, ты его покупаешь физически не за $1 миллион, а за 250 тысяч, там, за 200. Соответственно, рост его даже на 10% идет плечо 1 к 4, 1 к 5. Соответственно, если ты, соответственно, он вырос на 10% в следующем году, то ты получишь прирост своего капитала на 50%, а не на 10%. Соответственно, если у тебя будет, скажем, падение сейчас real estate будет на 30%, там, скажем, к примеру, а потом оно отскочит обратно, эти 30% плюс 10%, то ты удвоишь и утроишь свой капитал. То есть колоссальные, а поскольку говорим, вот сейчас разговор идет про колоссальные суммы, то и вы получаете колоссальный выигрыш. Плюс при этом сейчас все правительства, ну вот скажем, американское правительство, в смысле европейское правительство, все центробанки, я имею в виду, начали печатать деньги, как, что называется, есть такая поговорка здесь, there is no tomorrow. То есть ЕЦБ, это Европейский Центробанк, анонсировал, по-моему, 800 миллиардов первый транш, миллиардов, вообще, чтобы вот россияне понимали, это вот там в разы превышающие золотовалютные резервы там, сказать, России. Значит, дальше, как вот это, американцы, первый транш на $1,5 триллиона. И это только, поверьте мне, просто начало. Потому что сейчас они начнут выкупать, они уже Boeing собираются выкупить, этот, соответственно, авиалинии, там, пакеты. Ну, то есть твой совет недвижимость покупать, но с плечом, правильно? То есть при условии, что у тебя есть доступ к дешевому банковскому финансированию. Ну, это реально практически у всех есть, даже не у резидентов. То есть, если, соответственно, может быть, для тех, кто не знает, это нам полезно твоим пользователям, Руслан, даже если вы не резиденты Америки, вы все равно можете получить завет. Есть банки. Ну, подожди, сейчас как раз наоборот, сейчас у банков проблемы из-за того, что у них их портфель сразу подешевел, в том числе просел их портфель вот таких инвестиций, которые они делали, понимаешь, со всем этим. То есть у банков тоже сейчас не самая сладкая ситуация, чтобы деньги раздавать в таком виде. Паша, извини, конечно, это абсолютно не так. Вернее, у банков, естественно, портфели просели, но дело в том, что банки поддерживают так называемые, есть такой фильм «Too big to fail». Значит, я не знаю, смотрел это или нет. Есть такое понятие центрообразующие банки, которые как бы и государство, ну вот это типа Bank of America, Citibank там, и так далее, вот эти вот банки инвестиционные конторы, скажем, они
накачивают сейчас деньгами. Вот смотри, что сейчас произошло. Центробанк Америки процентную ставку сделал 0. Соответственно, причем при нулевой ставке они накачивают экономику деньгами. То есть они выкупают обратно облигации, то есть заставляя банки уходить в кэш. То есть у банка нет никакой возможности не давать деньги. То есть они в банк как в утку, которая, как она называется, фуагра, ее насильно кормят. Что делать? Что такое квантум изи? Туда в банк запихиваются деньги. То есть если банк тупо, например, берет деньги под 0% и вкладывает в облигации под 1%, банк просто берет деньги государства и прокручивает на самом же государстве. Что государство делает? Оно выкупает обратно эти облигации и обратно кэш запихивает в банк. Поэтому сейчас что происходит? Банки будут наводнены кэшем. И плюс государство даст им возможность... впервые, кстати, я не знаю, может кто-то не в курсе, я не знаю, твои пользователи, Руслан, знают, что такое банковское резервирование? Мы должны эту тему объяснить? Или... Не надо. Будем думать, что знает, кто не знает, погуглит, на Википедии посмотрит, чтобы мы сейчас ракурс не делали. У нас просто еще 15 минут. Я хочу, чтобы люди узнали, что конкретно делать. Вот как вы, какая ваша стратегия, твоя, Альберт, Пашина, вот это вот самое интересное, да, что вы конкретно будете предпринимать, это вот интересно. Смотри, значит, я просто такой целый пласт, понимаешь, очень многие пользователи, я читал некоторые ответы на наши семинары, они говорят, больше, некоторые, по-моему, не особо понимают, как финансовые и... Мы просто давай всем скажем таким... Мини-лекция сейчас, да. Погуглили просто. Если вы не понимаете, мы прекрасно понимаем, что контент не для всех, вы просто загуглите эту информацию или там в Википедии почитайте. Будем просто говорить понятия, если кто-то не понимает и хочет разобраться, он уже прочитает. Понял, ладно, извиняюсь. Тогда кратко, чтобы Паше передать слово. Значит, мой совет. Сейчас ни во что, конкретно сейчас, в этом месяце, там пару месяцев ждать, выходить наоборот из всех активов, которые можете выйти, выходить в кэш, что называется, и ждать покупки интересных инструментов, которые подешевле. Это мой ответ. Реальные активы или ты все-таки какие-то бумаги там или там какие-то венчурные истории? Ты вообще на что больше смотришь сам больше? Я смотрю на всегда, то есть поскольку мой бизнес связан с ликвидацией физических активов, я всегда люблю физические активы, потому что физические активы я понимаю, как их оценить и как их, условно говоря, потрогать, какая будет с ними динамика. Бумажные активы в любом портфеле инвестора должны быть. Я бы на месте инвесторов в России, я не знаю, есть ли в России возможность инвестировать в американские акции, но обязательно бы купил акции Амазона, какое-то небольшое количество Costco, это мое мнение такое. И, в принципе, некоторых энергетических компаний. Надо посмотреть, я просто не смотрел динамику. Сейчас нефть резко упала, но поверьте мне, что она отскочит. И потому что спрос на нефть никто, это сейчас просто временный такой эффект, это политика, это спрос на рынке физический, но в ближайшие там полгода все это поменяется. Соответственно, очень будет большой отскок и по ценам на нефть, и по ценам на и колебания соответственных инструментов, так сказать, которые к этому поддерживают. То есть, мое мнение, надо скупать real estate чуть-чуть попозже, а сейчас выходить в кэш. Паша, тебе. Да, я согласен по поводу кэша. То есть ясно, что если там нет запаса продуктов и непонятно на что жить или там под риском основной источник дохода, то нужно спасать основной источник дохода и не думать про спекуляции. Если же есть возможность и интерес в каком-то спекулятивном росте и желание заработать на том, что происходит сейчас, я считаю, самое простое и быстрое – это инвестиции на фондовом рынке. Благо сейчас, опять же, через интернет можно легко открыть брокерские счета по всему миру, в том числе в Штатах. Или даже с небольшим капиталом можно там использовать приложения типа Robinhood и так далее, которые позволяют дробить инвестиции и там, инвестировать хоть $100. Вот. Самая простая стратегия – просто там, скупить индекс какой-нибудь S&P 500. Он сейчас находится на уровне января 2017 года. То есть считайте, что вы сели в машину времени, вернулись на пару лет назад, и он за следующие 2 года точно отыграет не меньше, чем то, что он показатели, которые он достиг пару месяцев назад.
То есть реально можно заработать там очень хорошо за 2 года. Если же нужно понимать, что там нужно будет сидеть там, не меньше, не знаю, от 3 месяцев до 2 лет, чтобы дождаться этого роста, то есть нужно иметь достаточно ликвидности, чтобы это сделать. Вот. Можно поиграться более глубоко, то есть взять, например, сформировать портфель компаний, которые сильнее всего упали, но у которых сильная экономика. То есть я бы смотрел там Facebook, Google, то есть те онлайн-сервисы, которые сейчас испытывают... онлайн-образование, естественно, все сервисы, Digital Health, очень много направлений, в которых сейчас есть куда посмотреть. Активы упали просто из-за того, что рынок весь просел. Хороший показатель вообще отношения, как бы, состояния спекулятивного рынка – это цена биткоина. То есть тоже вот можно смотреть, когда там в какой-то день там, биткоин упал до 3500, вот он показатель, это дно, грубо говоря, когда люди готовы на все ради того, чтобы там кэш выйти в туалетную бумагу купить. Да? Вот, я считаю, что этот момент прошел, то есть сейчас уже, может быть, он отскочил обратно, уже не самое лучшее время покупать биткоин, но тоже биткоин прекрасный актив в этом плане, потому что он очень хорошо отражает просто состояние спекулятивной экономики. Как только пойдут хорошие новости, он сразу вырастет еще там в 1,5 раза. Вот, да, я закончу, то есть это самый простой способ, я считаю, сейчас там с капиталом 50-100 тысяч и выше, там, хорошо суметь заработать на том, что происходит. Если горизонт планирования есть подольше и средств еще побольше, то можно там, вложиться вот в частные компании, которые еще не вышли на публичный рынок, тоже в тех направлениях, которые сейчас испытывают бурный рост. Вот я для себя определил эти направления. Это онлайн-образование, все, что с ним связано. Я уже вложил в Курсеру. Сейчас хочу вложить там, в Udemy, их главного конкурента. Посмотрев на их показатели, там, они за 3 месяца, каждый из них сделал там, 2-летний план свой роста. Второе направление, как ни странно, это космос и все, что связано с космическими технологиями. Потому что, в общем, выяснилось, что довольно большое количество людей, включая меня, осознали, насколько важно для человечества создать вторую базу. То есть очевидно, что в эту сферу там, в следующие 20-30 лет будут закачаны триллионы долларов. И там эти там, 700-800 миллиардов напечатанных сейчас – это копейки по сравнению с тем, что экономика переварит, развивая космическую отрасль. И третье направление – это Digital Health. Все, что связано с тем, чтобы предугадать, оптимизировать вот то, что происходит сейчас, суметь лучше распространять лекарства, средства лечения, информацию, диагностировать вовремя, тестировать вовремя. Все технологии для этого есть, но это одна из тех сфер, которая лежала на столе долгое время в ожидании, когда кто-то придет и ее сделает. И все говорили, сейчас не самое лучшее время, сейчас вот мы там другим займемся, сейчас там финсервисы запустим, это сделаем, здоровьем займемся попозже. Вот сейчас то самое время, наконец-то мы нашли время и место заняться цифровым здоровьем человечества. Но это такая долгосрочная стратегия, то есть нужно понимать, что там на пару лет инвестиций. Да, Альберт, извини. Паш, подожди, у меня короткий вопрос тоже. Расскажи, ты вот сейчас что-то начал делать, можешь всем рассказать, что конкретно начал делать, или пока это секрет? Нет, я могу рассказать, но... Я объясню, почему спрашивал. Я видел в Фейсбуке у тебя пост, что ты ищешь команду. Мне интересно... Да, мне даже Facebook в итоге заблокировал за спам, представляете? Не то, что я отправлял сообщения, мне просто пришло такое количество сообщений. Нет, это просто из-за того, что я сижу 2-ю неделю дома, я не могу столько. Я там, сижу по 18 часов работаю, мне хочется еще что-то делать. И я решил, что просто в любой стране мира, кроме США, есть понятие депозитария акций. То есть есть некая организация, которая обязана учитывать акции компаний. В Штатах почему-то очень странно нет такого понятия. То есть каждая компания сама ведет реестр своих акционеров. И когда начинается активная торговля вторичная ценными бумагами частных компаний, то есть когда начинается перепродажа, начинается полная чехарда. Вот. У меня там под управлением около 40 компаний, которые инвестируют в разные такие проекты. В каждом из них там десятки инвесторов.
Мне просто собрать эту информацию вместе и предоставить там независимый реестр для того, чтобы акционеры могли проверить, где же они, собственно, и чем владеют. Вот я решил сделать такую систему на блокчейне в защищенном режиме, чтобы акционеры могли это видеть. Я хочу это сделать для себя и думаю, что, может быть, и будет интересно кому-то еще. Вот, и ищу там стартап или команду, которая способна вообще понимать, как это работает, и может запилить мне такой продукт быстренько. Вот. Как раз, пользуясь случаем, тоже говорим, ищите Пашу в Фейсбуке, пишите ему. Не в Фейсбуке, лучше в Телеграме или где-нибудь еще. Потому что Фейсбук, оказывается, не умеет работать с таким количеством сообщений. Окей, я тогда дам твою телегу ребятам где-нибудь. Давай, да. Окей. Но меня очень легко найти в любых социальных сетях. Да, значит, я бы хотел вот что сказать, пару слов, поскольку мы уже заканчиваем. Во-первых, я согласен с коллегой Пашей по поводу всего, кроме космоса. Я считаю, что абсолютно, если какие-то небольшие есть объемы инвестиций, ну, скажем, у вас там капитал, скажем, стоит, как говорил Паша, там $150 000, то, естественно, про покупку недвижимости здесь особенно разговор не идет. То разговор идет в основном по поводу инвестиций в всякие бумажные активы. Он абсолютно прав. Я бы вот эти две, так сказать, вот эти области сам инвестировал. Плюс единственное, что я хотел сказать, вот по поводу прохождения точки невозможности, ну, в смысле, самой низкие точки рынка. Обычно здесь надо что делать? Вот, скажем, у вас есть там 100 000, да? Вы немножко вошли в час, немножко вошли в следующем месяце, немножко вошли и так далее. Вы движетесь, и вы смотрите динамику рынка. Вы никогда его не отследите, никто вам не даст гарантию, что он не упадет еще условно там, на 5%. Но если вы усредняете этот процесс, я сейчас говорю про небольшого инвестора с небольшими активами, то вы как бы минимизируете риски и максимизируете ваш возврат. Что касательно более крупных капиталов, скажем, у вас есть поиграться там, ну, с $500 000, $1 000 000, уже можно говорить о real estate. И тут я с Пашей немножко не согласен, потому что, ну, скажем, вот он говорил, что рынок откатился, скажем, обратно на позиции, там, к примеру, там, 3-летней давности, но это, скажем, 30%. И, конечно, если 30% у вас будет прирост, как бы, это, конечно, очень приятно, но вот, например, если у вас real estate, например, откатился на 30%, да, и обратно, то у вас будет прирост при плече 1 к 4 в 120%, что гораздо более приятнее. И при определенной инфляционной тенденции, как я уже начал говорить, поскольку сейчас в мировой экономике накачиваются кэшем, ну, в смысле, кэшем вливанием в государство, люди, условно говоря, тупо печатают деньги, причем это не только Америка и, как это зовут, Европа, это, соответственно, и Англия. Если вы посмотрите, например, динамику курса доллара к паунду, то она сейчас за паунд дает $1.15. Это вообще смешно. То есть я помню, как я ездил в Англию, даешь $100, получаешь 50 фунтов. А сейчас это самое, получается, тебе там дадут там 80-90, да. То есть, соответственно, колоссальные изменения, то есть там печатают деньги еще больше. И, если вы посмотрите там Японию и так далее, то есть Китай, я уверен, сейчас будет печатать деньги вообще, там, условно говоря, знаете, там как-то на овердрайв, на 110%, там 24 часа в сутки страна будет работать. Потому что сейчас спрос на китайские товары резко просядет, и нужно будет поддерживать десятки миллионов небольших компаний, и это, в общем, будут колоссальные расходы, чтобы, так сказать, политическую стабильность обеспечить. И я считаю, что вот для небольшого портфельного инвестора, который, ну, я имею в виду, который инвестирует на сток-маркете, Пашины советы очень правильные, я бы с ним 100% согласен. Паша. Ну, круто. Чего? На самом деле, я в недвижимости совершенно не разбираюсь, и честно скажу, и сам пребываю в ситуации, когда я, с одной стороны, там и на продающем конце, и на покупающем конце. И вот сижу и думаю, блин, с одной стороны, может все упасть, и это ужасно, с другой стороны, может все упасть, и это прекрасно, потому что можно еще что-то купить. Вот. То есть недвижимостью я точно, наверное, не буду делать никаких телодвижений, потому что недвижимость отражает все-таки текущее состояние покупательской способности людей. А к этому подойдет рынок еще через какое-то время, то есть должно
должно пройти вот эта волна, там, грубо говоря, отчетности компании, сокращений, люди там начнут менять свою аренду или продавать дома, или отказываться от ипотечных проектов, например, и это тогда за собой поведет недвижимость, да, то есть лаг между рынком акций и рынком недвижимости, ну, там обычно, наверное, где-то 3-6 месяцев, да, я не знаю, Альберт, ты, может, лучше знаешь. Не, ну абсолютно правильно. Я никаким образом не говорю, что завтра идти покупать. Я поэтому сказал, что я бы сейчас выходил и всех активов, наоборот, в кэш. Я не имею в виду совсем на покупку продуктов. Я бы как раз аккумулировал. Смотрите, вот в кризис... Альберт, я извиняюсь, просто у нас тайминг 10:40, у нас сейчас следующий спикер. Я знаете, как предлагаю? Я предлагаю сейчас посануть ребятам, как раз задать им вопросы. Если у вас есть возможность остаться с нами тоже там и поучаствовать в дискуссии, будет здорово, что вы какое-то свое мнение сказали. Но так как ребята уже вступили, я вижу здесь с нами, здесь должен сейчас Максим, да, и получается Вань. Паша, Альберт, вам спасибо. Мы с вами не прощаемся. Если у вас есть возможность, мы с удовольствием вас послушаем. Но я бы сейчас хотел перейти вот к нашим следующим спикерам, так как у нас тайминг, они ждут. Макс, вот я хотел, чтобы ты немножко... Да, Паша, Альберт, что сказать? Да. Спасибо, спасибо. Мы повисим еще и по возможности подключимся. Да, спасибо. Спасибо за, так сказать, то, что нас включил в эфир. И было очень приятно. Я повешу еще несколько минут, потом у меня еще один бродкаст с другой командой. Отлично. Но всем, так сказать, успеха. Ребята, сейчас будут потрясающие возможности для передела рынка. Просто потрясающие. Не упустите. Давай, будем вместе общаться, будем собираться. Я потом расскажу, как можно с нами со всеми тоже во всем этом плотнее общаться и вместе дела делать. Я в конце тоже расскажу свое видение. Макс, Ваня, вам слово. Макс, я хотел бы, ты чтобы про себя немножко рассказал, потому что уже ребята вот, рассказывали на прошлом эфире про себя, да, там те, кто наш канал смотрит, они знают. Я тебе коротко скажу, что Макс, он раньше занимался в реальном секторе, работал в производстве, а сейчас у него, он создает такие, как он говорит правильно в метафоре, загоны для машин learning, для искусственного интеллекта. И очень в этой теме разбирается. Мне очень интересно тоже вот мнение Макса о том, что происходит. И с нами сейчас будет Ваня. Ваня, он проходил акселерацию Y Combinator. У нас на канале есть видео с ним. У него компания Volarm, он один из лучших в мире по как раз кибербезопасности экспертов. Да? Поэтому вот мне бы очень хотелось с вами сейчас подискутировать, как мы текущую ситуацию, то есть можем использовать в своих интересах. У нас уже есть заготовленный вопрос, который мы с вами обсуждали, который мы хотели обсудить. Я бы хотел сейчас, чтобы Макс просто начал говорить, потому что вот мы с ним как раз обсуждали перед эфиром, что рост числа работников вне офиса создает спрос на автоматизацию бизнес-процессов, внедрение вот, как раз вот систем, где как бы и человек, и искусственный интеллект вот, в работах команд, да, там. И чтобы ты как раз рассказал, как твоя компания, вот, с учетом того, что в мире происходит, готовится вот, к работе по-новому, Макс. Можно коротко, да, чтобы ты рассказал? Да, всем привет. Спасибо, что собрались. Мы находимся в очень интересное время сейчас, когда большое количество людей сидит сейчас возле экранов вот, и работает. Но для моей компании это процесс, который ничем вообще не отличается от совершенно обычных действий. То есть мы в протяжении последних 3 лет, собственно, так и работаем. То есть используем все инструменты Zoom, Slack, Trello, Salesforce и прочее. То есть поскольку наша компания состоит из нескольких распределенных офисов, да, у нас есть офисы в разных часовых поясах, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Киев, Санкт-Петербург. И для нас, собственно, работа в неком виртуальном офисе является нормой. То есть для нас ничего не поменялось. У нас как были, соответственно, как бы назначены колы много лет, вот, так они, собственно, и в расписании есть. Но приятно, что вот коллеги говорили, что появится, как условно говоря, 1 миллиард человек, который встречается по Zoom там, или по другим видеосервисам, да, и это, в свою очередь, как бы как-то подстегнет виртуальное присутствие даже после окончания карантина. Это примерно так же, как люди после отмены транспорта начинают, общественный транспорт, начинают ходить пешком, использовать велосипеды или еще какие-то виды транспорта, а потом, когда транспорт снова начинает работать, они не возвращаются в него, потому что, просто понимают, что им другой способ передвижения более комфортный. Вот. Мне кажется, что сейчас в ближайшее время как раз
если говорить, и мы тут говорим прежде всего об инвестициях, компании, которые будут заниматься автоматизацией и вот, собственно, методом виртуального присутствия, это касается не только видеосервисов типа Zoom, который вырос вот на 50% за последние пару дней, акций Zoom я имею в виду. Это касается вообще телеприсутствия. То есть стартапы, которые занимаются как раз в нашем сегменте, в сегменте компьютерного зрения и машинного обучения, они занимаются телеприсутствием. То есть когда ваша фигура полностью как бы переносится на экран или голографический проектор в какое-то другое пространство. И, собственно, подобные сервисы, они будут также пользоваться спросом. Мне кажется, что все, что касается виртуальных развлечений, очень согласен с Павлом по поводу виртуального образования, по поводу Курсера, Удима и так далее. Это все будет пользоваться спросом. Вообще, все, что будет связано с получением value без непосредственного физического присутствия, и все сервисы, которые будут это обеспечивать, они будут подниматься. Вот. То, что касается самого сектора машинного обучения. Да, вот здесь вот мне, Макс, интересно особенно, потому что та экспертиза, которая у тебя есть, она для всех людей, которые смотрят, будет уникальной, я думаю. На русском языке немного людей умеют говорить и разбираться так, и делать такие дела, как ты делаешь. Поэтому копнись в эту сторону немножко глубже, может быть, покажи тренд, который будет здесь вот в искусственном интеллекте. Может быть, сейчас нас смотрят какие-то команды, которые потенциально тоже думают, IT ли в искусственный интеллект, или продолжать пока руками там на счетах все это как бы обсчитывать там и так далее, не заморачиваться. Расскажи. Ну, смотрите, естественно, ни о какой полной замене человеческого труда даже в условиях карантина речь не идет. Естественно, как бы алгоритмы заменят человека еще очень-очень не скоро. Но мы будем говорить о неких интеллектуальных помощниках, то есть об алгоритмах, которые могут существенно сократить количество человеческой работы, повторяемых действий. То есть мы будем говорить об рекомендательных интеллектуально-экспертных системах. То есть системах, которые анализируют, дают человеку возможности и выбор вероятностей, а человек уже принимает решение. Это могут быть разного типа умные подсказчики. Например, там при работе с юристами разные системы анализа контрактов paralegal, которые достаточно быстро модифицируют контракт. Да, мы сейчас знаем, вот есть проблема с Libor, например, да, где после Брексита сейчас мы наблюдаем, что все европейские контракты должны быть переведены, и вот эта ставка Libor должна быть из них убрана, а на данный момент как бы нет никакого физической возможности это сделать, потому что контрактов миллиарды. И у каждого банка их там десятки миллионов этих контрактов, и все привязаны к этому, соответственно, межбанковские ставки кредит. Да? И это проблема, которая очень серьезна, которую можно решать при помощи машин learning. Вот мы этим, допустим, сейчас активно занимаемся. Проблема, допустим, с, опять же, удаленными диагнозами врачей, которые точно так же могут анализировать состояние человека, да, и ставить диагноз, и давать рекомендацию врачу, потому что никто не возьмет на себя ответственность создать такой алгоритм, чтобы алгоритм ставил диагноз человеку. Вот такие вот системы, как бы, они будут востребованы. Что еще будет востребовано? Ну, я думаю, чипирование будет востребовано в ближайшее время. То есть производство различного типа имплантов, биологических, медицинских чипов и прочего. Помнишь, ты говорил как раз вот, да, то, что у тебя есть чип, который ты хотел вживить в собаку, который можно, по идее, вживить и в человека. По идее, я вживил собаку, я не просто... Да, просто смотрите, мы то, что обсуждали с Максом, да, то, что вот он купил чип, который на самом деле не, как бы нельзя пока человеку, потому что FDA 10 лет должно дать разрешение, да, там на эксперименты всякие ставят там и так далее. Ну, вот. Это да, это класс 3, да. В реальном времени можно мерить глюкозу в крови. Нет, глюкозу мерить нельзя. Это дело будущего. Но можно мерить температуру, сердцебиение, например. Я просто температуру, сердцебиение, давление. Например, вот эти все данные, как бы FDA там и так далее, не так торопились собирать и давать разрешение на проверку, что вот текущая ситуация в мире, она может как бы форсануть, да, то есть развитие таких технологий. Которые... Я уверен, что это через какое-то время станет просто обязательным. Окей. Я уверен, что сейчас мы входим в очень интересную эпоху. Это, кстати, вот, наверное, отсылка будет больше к Ваниной теме, да, но мы входим в эпоху биополитики, да, как бы, и
изменение контуров безопасности отдельной человеческой личности, когда государство в целях некого общественной безопасности будет вторгаться не просто в личные данные людей, но и даже как бы в их тела. Ага. Окей. И я думаю, что этот тренд очевиден. Давай, окей, интересно. Ну, по идее, да, сейчас можно вот такой вирус сделать повод для того, чтобы всех как бы чипировать в целях безопасности. Ну, а потом, как это все... Но вот на данный момент, допустим, сейчас Германия объявила о том, что она будет собирать данные, обяжет, соответственно, мобильных операторов предоставлять данные о переписках и о передвижениях абонентов в целях обеспечения эпидемиологического контроля. Вот так, да? Это как Да. раз терроризм, помнишь, да? То есть сейчас это... Конечно, конечно, это новый терроризм. Да, То есть да. это новый 911, да, то есть новый 911. Глубже, да, вот в данные туда-сюда. Вот это все интересно как раз с Ваней обсудить. Вань, вот давай мы... Я тут. Меня Да. слышно? Привет. Расскажи, что ты думаешь вот по поводу всего, что мы говорили, ну и как бы давай твои вопросы тоже обсудим. Хорошо. Я, честно говоря, мои вопросы простые. Где вы стрижетесь? И второе, что мы, по-моему, находимся с Максимом в одном доме, потому что я почти уверен, что мы Мы прям... уже сегодня поговорили, короче, вам не о чем сейчас разговаривать. Да, это называется деанонимизация. Но кроме шуток, как бы, что, ясно, что как бы все, что попало в интернет навсегда. Это первый тезис. Все, что про вас вообще кто-то знает, так или иначе, это так можно считать, что это попало в интернет. Тут никаких чудес нет в этом смысле, так оно и случается. И понятно, что все, что мы говорим и делаем на тему там, нашей анонимности, данных, которых там люди собирают. Ну, короче, тренд такой. Чем больше данных можно собрать, тем меньше уникальных людей, про которых эти данные не собраны. Так? То есть если там можно, по сути, повесить везде камеры, все, ну как бы наши лица уже есть везде. Если можно везде поставить датчик температуры, наша температура есть везде. Геолокация есть везде. То есть никаких чудес в этом смысле нет. Просто чем больше появляется инструментов сбора данных, тем больше этих данных. Сама privacy тут никак не меняется. Ее как и не было, так и нет. Когда-то там собирали, не знаю, имена, фамилии в реестры, потом там какие-то описания людей писали, там цвет глаз, там до сих пор в ID написан цвет глаз. И какие-то рост, вес, да, там написано вот в американских правах. Чем больше будет эти биометрии, разных других данных, статистических данных, тем больше там и будет все. Тут чудес никаких не произойдет. Так оно и было, и будет. Тут как бы... Я просто вопрос здесь не понял. Вопрос, я имею в виду то, что вот, ну, то, что по безопасности, то, что Максим говорит, да, что вот, ну, сегодня уже мы заходим в эру, когда все больше и больше можно о нас данных собирать, ну, и твоя, как бы, вот, так как ты в безопасности сегодня, ну, то есть один из, наверное, самых крутых экспертов, которые я знаю, просто хотелось свой взгляд. Но давай перейдем вот к тому, что сегодня в мире происходит, и какие ты в связи с этим, исходя из своих, как, ну, повседневности, будешь предпринимать тоже шаги, да, для того, чтобы, во-первых, ну, свою компанию, да, там оставить на плаву, и, соответственно, может быть, сейчас использовать ситуацию для того, чтобы как-то, наоборот, усилить, ну, как бы свои какие-то там, свое присутствие, да, то есть, и что бы ты мог вообще порекомендовать предпринимателям, которые сейчас слушают нас слушают говорящие предприниматели со всего мира, да, там есть, которые в Америке живут, есть, которые там в других странах. Ну, мне кажется, что ответ очень простой, вы его уже дали заранее, вы сказали, какие индустрии будут расти, все, что связано с телеприсутствием, ремоут, e-commerce, конечно же, потому что доставка продуктов это идет. Я вижу, что, ну, типа, мы просто будем так же, как мы таргетировали e-commerce для нашего продукта, так и будем продолжать их таргетировать, они хорошо растут, тут все понятно. Индустрии, которые будут падать, какие-то, может быть, большие, ну, тяжелая промышленность, возможно, какие-то такие вещи, ну, мы не то чтобы их сильно таргетировать. Мы изначально интернет-бизнес, в общем-то, как нашего ключевого клиента всегда рассматривали, в этом смысле он никуда не делся, они растут. Вот то, что видно по трендам. Вот смотри, какой вопрос. Есть ли сегодня какой-то текущей вот кризисной ситуации, когда вот у кого-то будут кончаться деньги, у кого-то будет заканчиваться бизнес, но сейчас будет освобождаться много каких-то толковых, в том числе таких IT-команд, которые, например, своей целью поставят, например, там, делать какие-то хакерские атаки, например, кому-нибудь вредить или пытаться заработать во всей этой шумихе. По идее, сейчас, если мы говорим о том, что люди готовы выйти с оружием в руках, там, условно, там, чтобы себе на еду как-то, да, там, также могут сейчас сделать атаки какие-то, возможно, и
какие-то другие команды? Как ты думаешь вообще вот с текущей... Ну, понятно. Я не думаю, что люди готовы выйти с оружием в руках. Я также не думаю, что будут освобождаться очень много айтишников прямо в быстрое время. Мне кажется, наоборот, будут освобождаться, будут выходить на улицу условно работники магазинов, продавщицы, люди, которые занимались складами и вот эти все ребята. Совершенно не айтишники, но мы увидим. Возможно, ну, то есть мне кажется, что они будут выходить легко на работу и их будут харить. На тему там атак можно, ну, точно сказать, если прям совсем без инсинуаций, ну, смотри, у тебя растет количество трафика в целом, да, больше людей приходит онлайн. Мы говорили про Netflix сегодня, ну, вы говорили до того, как я присоединился, что там увеличивается количество просмотров фильмов, они там снижают качество. Понятно, что если увеличивается количество людей, которые проводят больше времени в интернете, то есть единицу времени какую-то, так, то и увеличится количество кибератак, потому что атаки всегда какая-то пропорция от трафика, так или иначе, она довольно хорошо с ним коррелирует. Много людей сели дома, им стало, наверное, грустно, и они начали что-то делать. Но пока вот говорить о том, что это будет тренд, это мое предположение, что атак будет больше. Ну, просто это очевидно, что их будет больше, потому что больше трафика. Раньше люди там меньше генерили трафика, сейчас они генерят трафика больше. Что будет происходить? Ну, будут страдать e-commerce. То есть все поняли, что в e-commerce пошло больше денег, все поняли, что сидение дома вызвало дополнительное потребление. Это такая типичная первая волна. То есть там, типа, я вот, например, диван купил, ну, то есть, который мне там год вообще, 4 года у меня был этот диван, я даже не обращал внимания, что он уже старый. Но теперь, когда он стал особо актуален, ты понимаешь, что пора. И это стандартный тренд, я вижу кучу доставок в доме там, и вижу, что люди реально начали, спрос увеличивается, это нормально. То есть, получается, сейчас они фокусируются на том, как бы обустройстве своего жилища, то есть у них не было времени на это, а сейчас у них появилось время посидеть, посмотреть, что им, кого не хватает, в интернете поковыряться, что-то выбрать, докупиться. Ну, да, в целом... Да, то есть это как тренд можно глобально взять. Ну, потребление увеличилось, да, потребление увеличилось. Кто-то боится запасать туалетной бумагой, кто-то смотрит на это шире, кто-то закупается чем угодно. Даже закупка кэшом – это увеличение потребления, если ты хочешь кэш. То есть не принципиально какими ресурсами, главное, эти ресурсы материализуются. Короче, все хакеры поняли, что в e-commerce стало больше денег, больше карт, их стало сложнее отслеживать, фрод сложнее отслеживать, потому что у тебя больше транзакций. Понятно, если ты сейчас включишь какую-нибудь антифрод-систему в e-commerce, у тебя пройдут транзакции. Ну, то есть, по сути, это тупо Black Friday, про который мы так писали, только он у тебя каждый день. Вот и все. И тут все то же самое, что мы делаем обычно Black Friday, то есть активно защищаем e-commerce, мы делаем просто каждый день. Вот и все. Вот. Но это только с этого угла, потому что, честно говоря, ну, как бы на весь рынок не разорваться. А что сейчас делать стартапом? Ты как человек, который занимается в том числе помощью стартапам, да, там вот одна из таких ипостасей как раз вот Ивана в том, что он вот делает тоже канал Silicon Правда, на котором рассказывает тоже в том числе, как стартапы там, деньги привлекают, как поступать в IC и так далее. Да? Вот расскажи, что ты сейчас чувствуешь, вот, ну, работая со стартапами, будут ли им меньше денег давать или наоборот, если они правильную тему какую-то выберут, смогут, ну, проскачать еще. Сейчас вообще происходит вот с тем проектом, да, Y Combinator, с которым ты плотно работаешь, да, он сейчас остановил демо-день, отменен. Расскажи вот про эту сторону. И потом да, из того, что я вижу, на ребят, которые на демо-дне, который был удаленный, то есть он не отменен был, он отменен был in person, но компании, которые я знаю, рейзят очень хорошо, гораздо лучше, чем можно было ожидать, и лучше, чем мы, например, рейзили в 2016 году. Поэтому они все зарейзили все. Но компании хорошие. Ну, правильный совет, короче. Да. То есть сейчас компании привлекают инвестиции гораздо даже более, ну, как бы эффективнее, чем до кризиса. То есть кризис сегодня не мешает стартапам привлекать больше денег. Вот я просто перевожу для тех, кто не знает, что такое рейзер. Я извиняюсь, с вами назад. Да, привлечение денег конкретно для случая Y Combinator никак не повлияло. Там все как было хорошо, так и было хорошо. Это очень сильный бренд, и люди, наоборот, стали сильнее. Ну, то есть больше инвесторов пришло, потому что это онлайн, так, и все стали на одной волне. Не приоритет у тех, кто сидел в зале, он растворился, его больше не стало. В общем, по рынку, скорее всего, инвестиционный, конечно же, будет падать интерес, но, опять же, это значит что? Если падает средний тренд, это значит, что те, кто в топе, получают больше. Если у вас хороший стартап, вероятность привлечь больше по лучшей оценке у вас увеличивается. Если у вас плохой стартап, ну, неплохой, там, средний, вероятность там зарейзиться у вас ниже. Вот все. То есть, как бы все, совет стартаперам один – делать что-то крутое. То есть вы не можете ни в каком рынке, ни в каких обстоятельствах, там, даже в случае, там, условно, зомби-апокалипсиса, если вы делаете что-то очень крутое, сами зомби придут и денег дадут, чудес-то не будет. То есть, как бы, все более как бы, людей надо как бы продолжать решать, как бы там ни было. Просто они сейчас немножко скорректировались. То есть, что такое стартап? Да, стартап – это какая-то повторяющаяся масштабируемая бизнес-модель,
которые решают какие-то проблемы человечества, да, то есть сейчас понятно, что проблемы у человечества стали немножко другие, и те стартапы, которые сумеют быстро понять, какие сейчас именно происходят, тренды и какие проблемы возникают у людей, те, кто вот сфокусируется на решении этих задач, как раз, я думаю, они и выиграют. Макс, спасибо, Ваня, мы вернемся с тобой тоже поговорим еще. Макс, расскажи, как ты видишь сегодня, какие стартапы сегодня наиболее актуальны и которые используют как раз machine learning, да, то есть в условиях кризиса. Давай немножко пофантазируем, мне нравится с тобой вместе фантазировать. Давай пофантазируем, как может сейчас machine learning, с учетом того, что сейчас кризис и, возможно, туда вкинуть больше денег, на изучение в том числе, например, изготовление вакцин, долголетие людей, еще каких-то технологий распознавания лиц, может быть, даже распознавание, болен человек коронавирусом или не болен, просто по фотографии лица, это же тоже, в принципе, то есть, можно потенциально... Нет, нельзя. Нет, нельзя, потому что недостаточное количество признаков. И кроме этого, даже температурный контроль, человек может быть болен чем угодно. Он может быть болен банальным гриппом. Фантазируем просто на эту тему, просто мне интересно твой вижен, потому что ребята, которые нас смотрят, они тоже все думают, что делать, и я думаю, что если бы они услышали те тренды, которые ты сейчас назовешь, они бы для себя это взяли бы как инструкцию к применению и начали бы в эту сторону копать просто. Расскажи нам, куда нам покопать именно в machine learning, да, ты говорил про удаленные команды, давай еще какие-то тренды. Конечно, VR, то есть все, что связано с индустрией развлечений, VR-фитнес, всевозможные занятия, физические активности у себя дома при помощи VR. Мы об этом говорили, собственно, на встрече прошлой, да. То есть сейчас растущая популярность всяких ритм-шутеров, да, когда ты можешь упражнения для VR-фитнеса и так далее. То есть это будет достаточно интересно. Удаленно, просто с шлемом на голове, по сути, для тех, кто не понимает, о чем речь. То есть сейчас тренд глобальный, что люди просто в шлемах на голове из-за того, что в зал нельзя спортивный ходить. Я, кстати говоря, расчехлил свой VR, наконец-то достал его, недавно даже попробовал, купил какую-то новую игру и подумал о том, сколько еще таких людей в долине, которые купили себе Oculus Quest, положили на полку и некогда было его одевать, а вот сейчас все одели, я представляю, как продажи сейчас у Oculus растут. Я сразу же купил себе игру за $30. Да, значит, то, что касается вообще любых децентрализованных систем, в частности, тоже нужно обратить внимание на то, каким образом сберегать свои деньги и в каких именно активах, да, то есть и вообще, что такое деньги, и думать о том, что после первой волны кризиса активов, когда падает все одновременно, да, возможно, возникнет кризис самих денег, поскольку их просто сейчас печатается в большом количестве, да, то есть это неизбежно приведет к инфляции. Это, конечно, подстегнет определенным образом цены, но не создаст ценность. И здесь, собственно, нужно думать, и в том числе это поле для стартапов, нужно думать, каким образом формировать ценность в мире, где люди пользуются интернетом. Смотри, как интересно, да, у нас есть целое поколение людей, которые выросли и которые не видят ценность в материальных активах. То есть это поколение Z, миллениалы, да, они используют огромное количество виртуальных активов уже. Либо это активы из компьютерных игр, да, либо это профайлы в социальных сетях, да, либо это еще какие-то типы активов, но их профиля, например, да, они ориентируются на лайки, они продают через Инстаграм, они видеоблогеры, да, то есть они зарабатывают деньги в интернете, они торгуют криптовалютами, но они не видят, не покупают, условно говоря, материальные активы в том объеме, в котором покупало, допустим, предыдущее поколение. И это большая, собственно, тоже проблема. Если мы посмотрим сейчас на то, где делаются эти стартапы, мы смотрим на рост стартапов, допустим, в гейм-индустрии, да, Игорь будет как раз об этом говорить, скорее всего, про Legion Farm скажет и так далее. То есть есть огромное количество всяких стартапов, которые помогают людям ориентироваться в этой новой реалии. И вторая часть, собственно, нашего разговора, у нас скоро закончится время, мы говорили о криптовалютах, да, и Паш Черкашин сказал, что как это высокоспекулятивный актив, который реагирует. Одновременно это и актив, и одновременно это новая форма денег. И я бы сказал, что если мы говорим о
грядущем кризисе денег, а мы будем об этом говорить, и он неизбежен. И я думаю, что настоящий экономический кризис, он придет именно с кризисом эквивалента, а именно с гиперинфляцией, собственно, этого основного эквивалента. И эта гиперинфляция, на мой взгляд, неизбежна. То количество денег, которое выпущено в мир сейчас, оно беспрецедентно. Такого не было никогда. И деньги сами по себе будут подвержены кризису. И вот тут возникнет вопрос, а где, собственно, если мы говорим выходить в кэш, а что такое кэш? Ну, кроме как фиатной валюты, мы понимаем, что это доллар, евро, да, корзина, собственно, валют мировых. И что такое кэш, и где, собственно, эти деньги сберечь и как ими распоряжаться. Да, мы понимаем, что сейчас у нас есть высокая волатильность там на рынке криптовалют, но мне кажется, что обратить внимание на то, каким образом сберегать свои деньги и в том числе относиться к криптовалютам как к форме сбережения денег, очень полезно. Буквально накануне я хотел говорить больше не о стартапах, а о деньгах. И буквально накануне я рецензировал статью Тони Каплана на ForkLog, которую всем очень рекомендую. Я сейчас брошу ссылку, как раз про природу денег. И вот он говорит про очень интересную вещь. Чем заниматься, вот, возвращаясь к вопросу, чем заниматься стартапами? Стартапам нужно создавать ценность, и стартапам нужно создавать что-то новое. Когда мы говорим о любом дисрапшене, мы говорим о редкости. Мы говорим о том, что создается впервые и что еще никто не делал. Да, стартап, по сути, как бы это именно об этом. Создавать то, что никто еще не делал, осваивать какие-то новые ниши и быть редким. Потому что, ну, можно повторять кого-то, да, как бы можно быть самым большим, можно быть самым дешевым, можно просто воровать и перекрашивать, да, как бы, но нужно быть редким. И в этом смысле мне кажется, что самое это, в общем-то, важное, что сейчас в нашем виртуальном мире есть, мы приходим к очень интересной форме. Мы говорим о том, что у нас есть и новая реальность, у нас есть новая экономика, у нас есть новый тип активов, и у нас есть новые активы. И люди, которые сидят в условной матрице по домам, да, тренируются в VR, не ходят в магазин, а заказывают все по интернету, не покупают сейфы, а оплачивают, например, услуги компаний по кибербезопасности, как у Вани, да, то есть вот и при этом как бы не держат фиатную валюту в большом количестве, а используют, например, там криптовалюты. Это все меняет отношение к тому новому миру и, собственно, и формирует его. Ну, то есть, по сути, смотри, можно я так немножко скажу конкретнее, да, ты скажешь правильно, неправильно. То есть текущая кризисная ситуация может просто вообще, ну, поставить под сомнение эффективность работы государства, и будут, возможно, созданы какие-то альтернативные, ну, условно, какие-то виртуальные, да, объединения. Там. Нет, Руслан, я считаю, что государство, бюрократы выиграют от этого кризиса больше, чем кто-либо. Бюрократы получили беспрецедентные сейчас рычаги влияния на общество. Ты посмотри, что происходит. Как бы ты говоришь государство сейчас стало более мощным, чем было ранее. Особенно сейчас, если мы наблюдаем кризис глобализации как таковой, посмотри, что происходит в масштабах мира. Мир герметизируется. Он становится герметичным, да? Границы закрываются, да, то есть транспорт, передвижение людей регламентируется. Государство стало настолько жестким и тоталитарным, как не было до этого. Бюрократы получили огромную власть сейчас. Это прям, слушай, как вот я помню из фильмов фантастических о будущем, где, знаешь, там типа дистрикты, заборы и вот этот киберпанк, вот это вот Тесла киберпанк, как кибертрак как раз вот в этот сюжет, когда, знаешь... Маск что-то знал. Да, ну то есть что-то вот мы так вот, ну, буквально недавно об этом как бы, ну, вот машина вышла, а сейчас начинается вот эта вот изоляция, да, там. Сделай страшную машину, все равно никто ездить не будет в карантин. Но она будет самого кого-то возить. То есть автоматический транспорт. Вань, я извиняюсь, Макс, может быть, Ваня что-нибудь добавишь, чтобы у нас так на троих есть что сказать? Вот то, что мы сейчас с Максом обсуждаем, это вот интересно. Есть что добавить? Я согласен, что государство сейчас, наоборот, получило почти всю силу, которую только могло получить. Оно показало свою ценность и сказало, что мы вот вам делаем безопасность и вообще помогаем жить. Поэтому здесь как бы абсолютно беспрецедентно ценность государства сразу для всех приехала, и все с ним должны что-то делать. Естественно, это все заработает. И
Сейчас, видишь, типа, ну, я, конечно, утрирую, но представь, что вдруг государство скажет, типа, а теперь в Америке, там, не знаю, пенсионный возраст увеличивается на 20 лет. А кто на улицу-то выйдет на митинги? Никто не выйдет. Это очень крутой рычаг. И сейчас вот под эту дудку, да, я думаю, под эту дудку сейчас протащат много всякого всего. Но я не думаю, что это имеет смысл как-то обсуждать. Это довольно очевидные вещи, и мы все равно на них никак особо не повлияем. Вот. А про крипту, ну, по-моему, все правильно. Ну, типа, есть разные активы, люди пытаются куда-то что-то сохранять, как-то переориентироваться. Надо отметить, что все равно много людей делают всякие глупости, и есть еще какие-то массовые глупости, которые люди будут продолжать делать на рынках, и мы будем видеть какие-то невероятные вещи, про которых мы не ожидали, но тут уж ничего не сделаешь. Любая истерия вызывает очень странные непредсказуемые эффекты, даже если все остальные эффекты предсказуемые, эти непредсказуемые эффекты часто по своей величине могут что-нибудь куда-нибудь не туда толкнуть, и так всегда было. В этом случае, мне кажется, даже я не столько за саму эпидемию, за вот это домашнее, хотел сказать, насилие, ну, почти насилие, за затворничество, не против него даже, и меня оно меньше волнует, сколько меня волнует истерия, которая может у людей начаться, они могут делать какие-то странные вещи. Вот, ну вот, например, там пойти все вместе начать смотреть один фильм на Netflix и уронить Netflix. Вот, это какие-то истерические эффекты, и вот они меня больше парят, потому что мы даже представить не можем, что будет. Мы за неделю тут с ума сходим, а будет еще 4 недели, да, и в конце... Крутая тема, потому что на самом деле я с тобой тоже согласен. Я вот смотрю, как у меня уже дочка с ума сходит. Ну, то есть она все время в школу ходила, а тут ей надо с мамой сидеть ни с того ни с сего, и она спрашивает, что происходит. Вот как ей объяснить 6 лет, что типа там в мире карантин, ну, вообще все, что происходит сейчас в мире, да, то есть, ну, я говорю, ну вот, пока в школу, и, как сказал Трамп, мы до конца года уже, соответственно, в школу и не пойдем, потому что Трамп сказал, что все учебные заведения до конца года работать не будут, соответственно, Алина будет сидеть, и моя дочь будет сидеть. Ей нужно будет сейчас разобраться, для нее это тоже супер стресс. Она только у меня приехала из России, научилась с этими детьми разговаривать, да, там по-английски, да, там, а сейчас мы ее и их лишили, да, то есть она будет сейчас потенциально полгода вообще одна сидеть в изоляции. И также я вот на примере ребенка говорю про меня, про тебя, про Макса. Мы привыкли... Ну вот тебе, Руслан, и ответ, например, какие стартапы будут? Стартапы, которые развивают онлайн-образование школьное. Да, то есть системы учителей, допустим, да, там онлайн. У меня многие люди на надомном обучении уже и до этого кризиса были знакомы. Это тоже очень большое поле, и там большое количество денег. Ты, например, вместо того, чтобы платить деньги за частную школу, будешь платить вот подписку за такой сервис. У меня уже были первые уроки у моей дочки по Zoom с ее преподавательницей, представляешь? То есть вот школа наша, которая вот к моему, ну, как бы относится к моему дому, да, там, они уже перешли, уже сделали первый урок, уже дали онлайн-образование вот этим всем, вот, ну, кто сегодня не может. Это действительно уже не просто тренд, а по сути получается, сейчас мы как родители попробуем это сделать и потом скажем, а зачем нам ходить физически, время тратить, понимаешь? Зачем нам, вот потом смотри, это же может потом и на недвижимости сказаться, потому что, например, сегодня я выбираю, где я буду, например, ну, там, жить, в аренду брать, да, то есть я выбираю, по сути, школу, да, там, а если у меня будет школа онлайн, то уже нету разницы, где это, соответственно, может и на недвижимости сказаться. Но давайте мы вот просто вот сейчас поговорим немножко про нас, да, там, вот то, что Ваня сказал, то, что вот может быть истерия, короче, да, вот я говорю, что вот, например, дочь, ну, свою привел, что ты думаешь по поводу вот того, что вот сейчас долго могут люди, ну, дома сидеть, они не привыкли дома сидеть, что у них сейчас психологически в голове может быть и как это может, ну, сказаться вот, ну, на политике и на любых других там привычках, там, потреблений там и так далее. Макс, Вань, может быть, есть что добавить еще? Ну, тем, мне кажется, к психологам надо смотреть. Мне кажется, что бы там ни было, мы увидим это еще через несколько недель, когда уж совсем начнется плохо, потому что, ну, как бы я уверен, что точно увеличится спрос. Потребление увеличится, люди будут думать на вот этим. Это нестинг такой, знаешь, тебе обязали заниматься нестингом. Ты начинаешь это делать, и это так или иначе будет. Ну, это гнездование, ты хочешь там гнездо веточек найти каких-то с Амазона новых. Ну вот это неизбежная вещь будет точно, но на тему психологических изменений, мне кажется, что зависит от типа людей, супер социальные люди, которые там, условно говоря, каждый день ходили в какие-то большие социальные группы, с ними коммуницировали, им, наверное, будет тяжеловато. Более там, ну, я не думаю, что там 4 недели посидеть на удаленной работе там сильно скажется, например, на каких-нибудь айтишников, да, но 8 недель, 16 недель начнет сказываться. И просто будет меняться жизнь, адаптироваться под какую-то конкретную историю, и она будет массовой. Вот это что самое интересное. Поэтому как бы
очень сложно представить, какие будут психологические эффекты. Это реально надо к психологам. Особенно я не люблю говорить в темах, где я не особо разбираюсь. Но они точно будут, это гарантированно. И, возможно, поскольку все-таки люди сами по себе довольно агрессивные создания, так или иначе, в условиях, когда их в чем-то ограничивают, это вызывает все равно агрессию. Вот эта агрессия будет в чем-то выражаться. Я не знаю в чем. В увеличенном потреблении шутеров, в чем-то еще похуже или там, ну, не знаю. Но точно это дополнительная агрессия где-то будет выходить. Надеюсь, что в компьютерных играх. Но изменение поведения будет безусловно. Мне кажется, что после периода в 21 день, как да, есть такой срок влияния на изменение поведения, люди многие не вернутся к своей привычной обычной жизни. Многим, может быть, понравится находиться в таком затворничестве. Вот. Они обрастут какими-то сервисами уже, им станет просто это комфортно, а потом они поймут, что просто некоторые вещи им намного удобнее и лучше. Да, по части компаний я уверен, что многие компании по результатам этого эпидемии, кризиса, как угодно можно называть, из-за затворчества, изоляции будут рассматривать отказ от офисов, потому что недвижка дорогая, она составляет в любом стартапе, если ты снимаешь офис, а мы снимаем здесь офис в SF, довольно большую часть затрат, и ты все равно будешь думать, как это снизить. Плюс у тебя появится возможность шире смотреть на рынок, смотреть на специалистов без привязки к их региону, а таких специалистов намного больше, они намного лучше, ну и у тебя как бы плечо как бы найма существенно выше, просто то, что людей больше, если ты снимаешь ограничения по локации. Будет просто вот такой тренд на компании для GitLab, только не для GitLab, а для всех. Неизбежно просто. И это нормально абсолютно. То есть тренд уже был, все равно все на это смотрели, потому что дорожала недвижка, но теперь помимо дорожания недвижки есть еще и вот физическая, физиологическая необходимость людей делокализовать и офисы не собирать, что круто на самом деле. На самом деле круто. Да, HR для телеработников, то есть human resources для телеработников будет расти определенно. Кстати, там тоже возможно, например, применение алгоритмов машинного обучения. Да, всевозможные системы скоринга, собеседования онлайн, да, там, оценки эмоций и так далее. То есть это все тоже будет расти. Макс, давайте вот еще коротко, у нас буквально 3 минуты. Вот вы как люди, которые, вот, ну ты как человек, который вот, ну, управлял большим металлургическим там тоже производством долгое время, потом занялся стартапами, имел опыт там вывода там на IPO, там на лондонской бирже компании там и так далее, вот со всем этим бэкграундом, который у тебя есть, и вот то, что ты сейчас делаешь там эту компанию по искусственному интеллекту, расскажи, какие ты предпринимаешь, ну там, прямо сейчас шаги для того, чтобы минимизировать какой-то ущерб от текущей ситуации, да, там. И что ты планируешь, если у тебя какие-то есть активы, там, кэш, не кэш, планируешь ли ты где-то что-то закупаться, что-то вот по недвижимости или там куда-то еще вкладывать? Вот ты конкретно, не совет кому-то, а ты конкретно, или ты просто сидишь, смотришь, пока наблюдаешь, а что конкретно делаешь, мне интересно. Ну, я точно не собираюсь вкладываться пока что в недвижимость, потому что, ну, я не очень понимаю в этом типе активов. Если смотреть на рынок, то я смотрю на технологические компании, которые предоставляют как раз онлайн-сервисы, например, тот же самый Zoom, да, вот. И согласен, кстати, с Альбертом, что Amazon – это прекрасные тоже, как и Netflix, прекрасные тоже тикеры, на которые нужно смотреть. То, что касается активов, как ни странно, я просто согласен также с Альбертом, что вырастет нефть, и никуда она не денется, и все равно не договорятся. Вот, и если смотреть на это как на, допустим, какой-то спекулятивный актив, то через какое-то время, да, вполне возможно, что она вернется на там, свои там, $60. Но советы давать не буду, я не брокер. Вот, то есть в данном случае каждый решает сам. А то, что касается сбережения, криптовалюта, да, то есть биткоин как обладающий, безусловно, ценностью, вот, нужно смотреть на него. Мне кажется, это самый оптимальный актив, если там в какой-то вот долгосрочной перспективе. Вань, ты что скажешь? Ты конкретно что сам предпринимаешь? Ну вот сейчас текущая ситуация. Ну, я предприниматель, поэтому предпринимаю свой стартап. Тут как бы все довольно просто. Ну, как бы смотри, я тоже не брокер и не вообще инвестициями на рынках не особо занимаюсь. И если что-то делать, скорее просто поиграться. Мне кажется, в этой ситуации все просто. У вас есть возможности новые, дополнительные, которые для вас открываются, и надо их максимально
активировать для вас. Так, если вы предприниматель, вы можете, ну, очень быстро сориентироваться и понять, где есть need на рынке, да, то есть какая-то высокая потребность, которая зудит, чешется, быстро ее, ну, использовать, реализовать и заработать на этом. Это самая крутая вообще инвестиция, когда высвобождаются какие-то дополнительные ресурсы или возникает какая-то дополнительная потребность на рынке. Это все, что делает предприниматель всю дорогу. То есть никаких чудес тут нет. Просто кто-то умеет хорошо это делать, кто-то нет. Ну, тут ничего не меняется. Вот, и, ну, и, соответственно, там английские инвестиции времени своего, каких-то адвайзинг ты просто делаешь там, где ты видишь людей, которые ровно туда таргетируют, и все. Сейчас очень хорошее время для того, чтобы переориентироваться. А по части там сохранения сбережений, у меня это как-то все больше к компании привязано, и там есть, ну, нормальная какая-то стратегия, но она такая, как у всех, наверное. Типа, ничего не жди, никому не верь, и закладывай 2х в финансовые модели, все. Ничего тут нет. Ну, это у всех такая. Спасибо. Я вам, ребят, очень благодарен, то, что вы время нашли. Надеюсь, на следующей неделе тоже мы как-то с вами сможем также словиться, немножко пообщаться, потому что это такой наш, даже для каждого из нас такой небольшой совет директоров, там каждый чем-то делится, на самом деле, и, ну, наполняется для того, чтобы мы послушали все вместе друг друга. Да, это совет директоров. Да, совет директоров. Спасибо вам. Вы оставайтесь по возможности, тоже присоединяйтесь к нашей следующей дискуссии, но я вот сейчас вижу уже Игорь здесь, и у меня для Игоря вопрос. Игорь, если ты включишься. Да, рад всех видеть, я просто скромно спрятался. Спасибо тебе, Игорь, что время нашел. Как мы договаривались, у нас с тобой, и сейчас еще Алекс должен присоединиться, там 40 минут. Вот, соответственно, Игорь я коротко представлю. Игорь поэт-романтик. У тебя так в Фейсбуке написано, да? Бродячий поэт-романтик. Бродячий поэт-романтик, венчурный инвестор. У него фонд 100 миллионов плюс, и у него есть несколько единорогов. Он научился, соответственно, предсказывать будущее, потому что угадал несколько команд, которые сумели сделать переворот в IT. Вот, поэтому мне очень интересно, Игорь, твое мнение, то есть тоже, да, вот в прошлый раз ты очень интересно высказался, мне очень интересно твое мнение. И когда мы с тобой говорили о том, какой вопрос правильно тебе задать, чтобы ты максимум, раскрыл тему, ты написал вопрос, как не работает голова инвестора и как не работает голова стартапера в кризис. Расскажи, вот что ты хотел рассказать после того, как я задам этот вопрос. Руслан, во-первых, спасибо тебе большое за представление. С удовольствием поделюсь с тобой и со всеми. Единственное, кстати, когда с кем-то чем-то не делюсь, это просто когда нет времени, ну и просто у меня нет возможности индивидуально с незнакомыми или малознакомыми людьми много общаться. Не потому, что я надменный чувак, я, кстати, совсем не надменный. Вот. Единственное, что хочу добавить, что все-таки это не все компании нашел я, у меня есть партнеры, замечательные, офигенные люди по фонду, то есть мы вместе компании ищем, вместе с ними работаем. Вопрос, который ты действительно предложил, какой вот главный такой центровой вопрос стоит обсудить, и чем больше у меня синяков и шишек, а их много, за время общения со стартапами, многочисленных инвестиций, у нас 56 компаний мы проинвестировали в портфеле, плюс у меня, наверное, еще больше своих, вот, то есть в общей сложности больше 100 компаний, в которых я был, есть и буду во многих инсайдером. Многие закрылись, у многих было порядка 20 доходных экзитов было. Вот. Самое главное, наверное, самый главный вопрос, и это такая вещь дико эзотерическая, точно так же, как вопрос, как работает Голливуд. Да? Даже многие инсайдеры в Голливуде не очень четко себе представляют, как Голливуд работает, в чем роль продюсеров, в чем роль студий, как актеры находятся и так далее. Точно так же очень странная и очень эзотерическая штука – это венчурный капитал, но не только венчурный, private equity. Вот. Ангелы достаточно гораздо проще. Это хорошие ребята, которые где-то заработали денег, я сам таким был когда-то, которые находят хороших ребят, в них инвестируют, вот, собственно, как бы все, да. Но институциональные, такое хитрое, умно звучащее, мало что значащее слово, инвесторы, это на самом деле люди, которые пытаются быть профессионалами. Я очень люблю боевики, и в боевиках очень часто там они говорят такое, типа, come on, act like a professional. Типа, чувак, ты же профессионал. Что делает чувака профессионалом, что он там взял пистолет и убивает, я не очень знаю. Но точно так же и вопрос, как бы, а что делает венчурного капиталиста профессионалом? Только то, что он или она зарабатывает много лет этим деньги. Вот собственно, как бы единственная разница. И майндсет, там по-русски, наверное, состояние ума, как бы способ мышления и так далее. Ну,
хорошее слово, которое в русский стоит ввести, mindset. Mindset именно венчурного капиталиста, я сейчас не про ангелов говорю, именно венчурного капиталиста, он очень отличается от майндсета предпринимателя. Майндсет предпринимателя примерно упрощенно и буквально в паре фраз это умный, рисковый чувак или чувиха, который видит какую-то возможность, который говорит, блин, круто, можно сделать вот такой сервис, продавать его, либо раздавать бесплатно и зарабатывать на рекламе, либо там еще пара каких-то есть вариантов, типа подписка или там фримиум, да, вот, и вот как бы строит бизнес. Если он или она на этом бизнесе зарабатывает деньги, это успешный бизнес. Все, точка, чуваки, все остальное это уже от лукавого. Если ты построил магазинчик, в магазинчик приходят люди, и тебе там ты продаешь это вино, пиво, макароны, печеньки дороже, чем они тебя обходятся, все, у тебя бизнес, точка. Ты как бы сделал свое дело. А венчурный капиталист – это совершенно другая сволочь. И одна из вещей, которых очень многие предприниматели не понимают, не потому что они там глупые, а просто потому что это другой майндсет, заключается, например, в том, что венчурный капиталист не зарабатывает на компании, пока она не продается. Ребят, вот это очень ключевая штука. Я бесконечно разговариваю, там в среднем мы почитали, у нас там больше 13 тысяч компаний, да, если там в среднем 2-3 фаундера, то это стадион просто народу, с кем мы встретились. Стадион, ребята, стадион. Просто огромный стадион народу. И ну, почти вообще ни про кого из них нельзя сказать, чтобы они были не умные, не классные, не интересные. То есть в массе своей это офигенные, классные ребята. Но ты не можешь в 13 тысяч стартапов инвестировать. Даже если ты там Sequoia, Марк Андрисин, у тебя миллиарды и миллиарды долларов, ты все равно не можешь этого делать. Ты должен отбирать кого-то. И ты отбираешь не просто хороших и плохих, не просто классных ребят или не классных ребят, не просто бизнес работающий. Ты отбираешь по всего лишь нескольким, как это просто сказать, измерениям, dimensions, да, то есть вот у нашего физического мира там плюс к времени есть 3 измерения, длина, ширина, высота. Вот ты выбираешь по нескольким таким же измерениям. Ты выбираешь по измерениям того, поскольку ты уже венчурный капиталист, а не ранний там ангел, по измерениям того, бизнес это, ну, мы в частности, я не говорю, что все, но мы, например, выбираем по нашей стратегии. Бизнес это или не бизнес, насколько мы верим драйверам роста этих людей, насколько мы верим, что они дальше способны расти, насколько они доказали, что они растут, насколько мы верим в этот сегмент, считаем ли мы, что в этом сегменте есть возможность для дальнейшего роста, либо какая-то дикая, страшная, жуткая горилла. Да, ну, например, приходят ребята и говорят, офигенский все ченджин, очень классно, ребят, дико понравилось. Но ребята говорят, типа, блин, Google загасим. Ну, я смеюсь не потому, что они плохие или глупые, они классные. Но это нужны просто вот такие вот стальные кохонес, чтобы ну, как бы в этих ребят поверить. Да, может, если бы они сегмент какой-то там, я не знаю, медицинский и так далее, то они просто говорят, мы напрямую будем сражаться с Google, смотри, у нас какой интересный search. Вот, то есть должен быть сегмент, в который ты веришь, должен быть сегмент, в котором ты видишь статистически, что достаточно большое количество выходов, должен быть бизнес, который действительно реально работает и который растет. Очень важный момент, должны быть не просто истории про то, что когда-то что-то будет очень классно, а должны быть конкретные цифры. То есть, еще раз, майндсет инвестора – это майндсет человека, который смотрит на огромное количество красавцев и красавиц и говорит, ребят, вот эти очень классные, и вот эти очень классные, но и в этих очень классных, и в этих очень классных я не инвестирую, потому что я инвестирую вот в этих, которые очень-очень-очень классные. И потому что инвестировать в 13 тысяч просто совершенно невозможно. Вот это вот такая очень-очень большая разница. Второе, в эпоху кризиса это меняется немножко, потому что в эпоху кризиса, во-первых, мы все начинаем бояться, да, что будет дальше, где дно, там, есть ли следующее дно, или после него будет еще одно дно, да. Я в прошлом разговоре упомянул, что я думал, блин, куплю-ка я битка, когда он будет на 7 тысяч, но он так резко провалился от 7 тысяч, что я никаких битков не покупал. Вот. Ну, то есть, как бы всегда существует такая штука, что люди сидят и думают, а что будет дальше, да, поэтому mindset
венчурного капиталиста, он такой по необходимости, это немножко майндсет лемминга, то есть вот такого животного, которое бежит вместе со всеми другими животными. Не потому что оно глупое, а потому что, как показывает опыт, те лемминги, которые оказываются в серединке этой бегущей кучки, их там вот какие-то хищные куницы или кто там на леммингов охотится, они не выхватывают, а выхватывают тех, кто отстает, либо тех, кто слишком впереди, либо тех, кто слишком слева, тех, кто слишком справа. Вот, но это смешной такой пример. Как мне кажется, правильный майндсет сейчас венчурного капиталиста – это внимательно смотреть на те тенденции, которые останутся, как считает VC, не факт, что он или она правы, которые останутся после вот всего вот этого, да, то есть там многие сейчас считают, что все переходит в онлайн, дико крутые возможности сейчас с роботами, доставка будет играть совсем другую роль, офлайновые вещи будут в онлайн в гораздо большей степени переходить, там, то есть онлайн. Вот. И вторая сторона этого, да, она проще, как ни странно. Это майндсет предпринимателя. Да, с одной стороны, как говорится, в танке самое главное не испугаться. С другой стороны, нужно внимательно смотреть, как бы, что происходит. И нужно пытаться понять, что будет происходить там вот не через неделю, через две, а что будет немножко в большей перспективе. Вот мы в предыдущем разговоре было очень-очень интересно, но пара человек там слишком прям вообще прямую такую рисовала, что все, вот теперь вот так. Да не так, оно все всегда отскакивает. Ну вот, я извиняюсь за длинный пич, просто. Да, спасибо. Давай я тоже хочу еще Алекса Лазовский представить. Я думаю, что, Алекс, ты лучше сам про себя расскажи коротко, чем занимаешь, чтобы у нашей аудитории было понимание, с кем они честь имеют общаться. Да, приветствую всех, я впервые в этом эфире. Очень приятно принять участие. Сам я занимаюсь венчурными инвестициями, как сказал Игорь, наверное, хочу себя относить в категорию профессиональных инвесторов, потому что занимаюсь этим давно, занимаюсь уже 12 лет. До этого был серийным технологическим интерпренером, я прожил 27 лет в Израиле и этим занимался, и создал ряд технологических компаний. Некоторые были успешны, некоторые не преуспели, так что опыт есть и такой, и сякой, шишки как интерпренера и предпринимателя тоже есть. И с 2008 года я начал заниматься инвестициями вначале в компании ранней стадии, потому что это легче делать и легче на этом учиться. И в последние уже тоже немало лет я занимаюсь инвестициями в основном в late and growth stage. То есть это компании, у которых выручка на момент, когда мы инвестируем, обычно превышает 10 миллионов долларов. То есть в среднем от 10 до 30 миллионов долларов – это так называемый sweet spot, когда мы инвестируем. То есть это не означает, что нет понимания опыта инвестиций в ранней стадии, он тоже есть, просто фонд наш венчурный, он сфокусирован на такого рода инвестициях. То есть, в принципе, вместе как команда, я, естественно, не единственный управляющий партнер нашего фонда, у нас целая команда. Как команда мы инвестировали в примерно 100 компаний. Думаю, наверное, чуть-чуть больше, незначительно. И среди них в основном просто как команда по общему опыту есть, конечно, много компаний ранней стадии. То есть есть очень известные юникорны, такие как Snap, Slack, Outdoor и так далее. То есть некоторые уже сделали экзиты, некоторые еще не сделали экзиты, и мы в них еще не продавали позицию. То есть много опыта есть разнообразного, но фокус наш основной, инвестиционный в фонде, он на поздней стадии. Как Игорь сказал, рассказывая про психологию и вообще, что такое венчурный профессиональный инвестор, я считаю, что правильно их делить на тех, кто управляет фондами, и те, кто инвестирует другими способами. То есть в этом большое отличие есть. Что такое другие способы? Другие способы – это либо ангелы-инвесторы, которые инвестируют на свои деньги в основном, относительно небольшими чеками. Есть также суперангелы, которые инвестируют тоже свои деньги, но чеками в миллионы долларов. Там, например, от 2 до 5 миллионов долларов собственный чек. Это суперангелс. Есть целый ряд таких. Здесь в долине есть Орен Зеев, Юрий Мильнер, как индивидуал, как сам по себе. Теперь люди... Есть еще другая категория. Это те, кто посерединке. Они играют роль как бы венчурных инвесторов, иногда даже выдают себя за венчурные фонды, но на самом деле они бегают по рынку, ищут компании. Я не говорю с пренебрежением, я просто описываю, какая категория есть. Они бегают по рынку, предпринимателям рассказывают, что они фонд,
А на самом деле, находя какие-то компании, бегают дальше по другому рынку, по инвесторам, по физикам на самом деле, и уговаривают их инвестировать в ту или иную компанию. Соответственно, такой мостик создают. У всех трех категорий этих совершенно разный подход и разная психология. То есть, поскольку я управляю все-таки фондом, в котором есть целый ряд limited partners, то есть инвесторы, которые дали обязательство вкладывать деньги, при этом наша команда решает, как инвестировать заранее, по заявленной заранее стратегии утвержденной, то капиталом управляем мы не спрашиваем инвесторов, когда нужны деньги, во что они пойдут. При этом наша цель, естественно, добиться максимальной доходности. То есть вообще в целом это очень интересная область, и я считаю, очень полезная для предпринимателей понять, как на самом деле работает голова каждого типа инвесторов, в основном глава венчурных фондов. Но это отдельное, если захотите, можно будет сделать отдельный там эфир на эту тему, потому что это супер полезно понимать предпринимателей. То, что Игорь говорил, когда иногда инвесторы отказывают классной команде, классным ребятам, одним, другим выбирают третьих, иногда эти третьи, они действительно лучше, но иногда они не лучше, они просто лучше понимают ситуацию фонда. И просто это отдельная лекция, можно про нее поговорить. Теперь, если вернуться к вопросам, которые ты мне обозначил, более конкретно, какие изменения сейчас активные инвесторы, которые также в советах директоров своих портфельных компаний проводят во время кризиса? Да, именно это. Я как раз сейчас фиксирую то, что ты сказал. А ребята, кто смотрит запись или прямо сейчас, пишите в комментарии, попросим Алекса выступить, рассказать вот про эти темы. Если будут вопросы, то ты мне говори, потому что я не вижу, я просто в зуме сейчас нахожусь. Я скажу, да, давай вот как раз то, что... По поводу изменений. Опять же, я нахожусь в совете директоров ряда компаний, которые в поздних стадиях, как я и говорил, потому что мы инвестируем в поздних стадиях. То, что происходит, мы во всех компаниях оцениваем ситуацию, срочно везде уже провели советы директоров, иногда неоднократно это делаем, и смотрим, насколько мы можем урезать косты в компаниях. То есть это очень болезненный процесс, потому что, представляете, сейчас коронавирус, везде там карантин и еще что-то, и тут людям будут сообщать, что их еще и увольняют при этом. И увольняют в компаниях, в которых все хорошо на самом деле. Но мы предвидим, что во многих компаниях объем продаж просядет. Руслан, ты, кстати, я не знаю, ты завис, у тебя там что-то... Нет, я здесь. Видео. Все, отлично, видео просто проблема. Я просто подумал, вдруг со звуком тоже есть проблемы. Спасибо, извиняюсь, да. Так вот, я говорю, мы предвидим, что во многих компаниях просядет объем продаж. Соответственно, большинство компаний наших, хоть у них и большие объемы продаж, они все равно не прибыльные, потому что все идет в рост все время. И у нас, то есть, во-первых, мы сокращаем расходы, насколько можно. Увольняем людей, причем стараемся не трогать R&D. Стараемся урезать вещи, которые, например, в sales. Потому что sales у нас обычно американские, и они очень дорогие. При этом, если мы предвидим, что все сейчас работают из дома и не летают, это уменьшает эффективность их, с одной стороны, да, но с другой стороны, затраты у них огромные. То есть, во-первых, мы урезаем зарплаты. Причем, начиная с генерального директора компании, причем так, на 30% урезаем. Причем я вам рассказываю вещи изнутри. Я нахожусь в совете директоров с такими фондами, как Sequoia Capital, Silicon Valley Bank, Tenaya Capital, Intel Capital, с такими. У нас иногда идут жаркие споры. Там, например, мы урезаем в одной компании много sales, почти не трогаем R&D. Там некоторые члены совета директоров говорят, подождите, неправильно. Причем размышления идут иногда о том, как компания будет выглядеть к следующему раунду. То есть у нее будет там через к концу этого года какой-то объем продаж, просядет, не просядет. Но следующие новые инвесторы будут смотреть на это и говорить, окей, у вас такой объем продаж, а у вас так мало sales, людей, sales там, и так далее. То есть прям вот такие жаркие дебаты идут. При этом еще интересный момент. Когда урезают зарплаты всем работникам, то им дают уведомления и говорят, смотрите, сейчас такая тяжелая ситуация, коронавирус, мы это делаем, и дальше говорят, на какой примерно срок. Так вот, интересно, что мы советуем генеральным директорам говорить не на полгода, не на 3 квартала, а говорить на год, потому что если все раньше закончится, и можно будет вернуться к обычному объему, то людям будет приятнее узнать good news, хорошие новости, чем наоборот, что мы через 3 квартала решили продлить урезание зарплат или кого-то еще увольнять. Это один аспект того, что мы это делаем. Второй аспект, что
мы почти во всех компаниях это делаем, но вот у нас есть одна портфельная компания, у которой ситуация не ухудшилась, у нее, даже если просядет объем продаж, у нее денег на 2 года на баланс лежит. И просто тоже интересно поделиться мне с вами, как рассуждаем мы в такой компании. Мы не урезаем там сильно косты, мы замедлили рост в плане набора новых сотрудников, потому что до этого был бешеный рост. И мы сейчас начинаем рассматривать других конкурентов, кого купить, потому что у нас много денег на балансе в этой компании, а у конкурентов ситуация не у всех хорошая. То есть эта ситуация на рынке создает также новые возможности, opportunities. То есть в некоторых ситуациях мы заметим, что есть сделки слияния и поглощения именно из-за того, что у кого-то есть деньги, у кого-то нет. Теперь был еще вопрос у тебя, как смотрят теперь на пайплайн новых сделок, то есть на стартап, который ищет инвестиции. И я бы хотел еще немножко развернуть в сторону того, замедлится или не замедлится рост инвестиций. Всем понятно, что он замедлится, или, по крайней мере, многие, наверное, согласятся со мной, что он замедлится. Но я могу объяснить, почему. Изнутри, исходя из того, как работают фонды. Дело в том, что фонды, опять же, я не говорю про ангелов, которые на свои деньги, я не говорю про посредников, я говорю про фонды. В фондах есть инвесторы, которые дали commitment. Они не дали деньги, они дали обязательства. Соответственно, если это физики или всякие family offices, то они вообще больше всего обожглись, и они могут пытаться нарушить свои обязательства и не давать деньги вовремя или приостановить поток денег. Да, у этого есть всякие санкции, там и можно их штрафовать, и еще что-то. Но в целом это будет происходить. Некоторые просто в дефолте оказываются. Соответственно, что происходит в психологии управляющего фондом? У него уже есть портфель существующих компаний, и есть еще деньги, то, что называется dry powder, для того, чтобы делать новые инвестиции и продолжать поддерживать свои портфельные компании. Так вот, я хочу сказать, что на приоритет выходят портфельные компании существующие. То есть происходит переаллокация денег, то, что у нас у всех в голове, да, вот мы когда инвестируем в новую компанию, мы на самом деле часть капитала держим в уме, большую часть капитала, чтобы дальше поддерживать эту компанию. Я говорю про венчурные фонды, опять же. Так вот, сейчас произойдет переаллокация. То есть, если у меня была часть денег зарезервирована на новые компании, то я уменьшу эту часть денег и увеличу из них денег больше на существующие, потому что им надо выжить. Потому что сейчас будет тяжелое время. Соответственно, я уменьшу количество инвестиций в новые компании. Это все сейчас будут делать так. Соответственно, в целом замедлится темп и объем инвестиций в новые компании. В новые, опять же, это имеется в виду новые для фонда. Да? Может быть, компания уже подняла раунды или еще несколько раундов. Но когда она приходит к новому инвестору, она для него новая. Соответственно, сейчас время, сколько будет занимать инвестировать в компании, будет занимать дольше. Это должны сами предприниматели понимать. Они не должны бояться, они должны все равно идти и поднимать деньги, потому что найдется тот инвестор, который верит в их идею, которому нравится ситуация в компании, команда и так далее. Но в целом нужно понимать, что объем уменьшится, и мы все уже говорим, что уменьшится сильно, уже уменьшились оценки. То есть pre-money valuation компании сильно уменьшился. То есть сейчас примерно на 30%, но я думаю, он будет еще меньше. Это зависит от стадии компании, но это, прям говорю, что мы обсуждаем это на советах директоров с Sequoia Capital и с Intel Capital со всеми. То есть уже есть ожидания. Мы уже ожидаем, то есть мы уже не будем инвестировать в компанию по той же оценке, которую вчера инвестировали. Окей, Игорь, может, что-то ты добавишь, прокомментируешь? Я согласен практически со всем, что Алекс говорит. Чем больше у человека в чем-то опыта, вот, кстати, забавно, я потому и предлагал, что давай сделаем чат именно с VC, потому что не надо рассказывать, что такое Даннинг-Крюгер эффект, да, это все знают, но если вдруг кто-то не знает, это такой интересный психологический эффект, что чем меньше человек о чем-то знает, тем больше вероятность, что он будет с умным видом и очень категорично и часто агрессивно рассуждать. А чем больше человек знает, тем больше он, во-первых, знает, что его знания не универсальные, и тем более он, мне практически, несмотря на то, что Алекс инвестирует вообще в другие компании и так далее, мне практически нечего добавить к тому, что он говорит, да. И окажитесь я сейчас со стартапером, который в 1000 раз, может, умнее меня во многих отношениях, у нас бы сейчас возник бурный спор, и те вещи, которые Алекс говорит, которые для меня самые разумеющиеся, скорее всего, стартапер говорил бы, вы что,
да, это то, да, это все. Из позитивного я только могу добавить единственное, еще раз, совсем согласен, и из позитивного единственное могу добавить, что по разным подсчетам есть такой сайт, всем очень советую, Pricewaterhouse делает The Money Tree Report, наверное, самый-самый такой comprehensive, такой подробный, детальный, хорошо продуманный, серьезный, дорогой research, исследование по поводу венчурного капитала. И если верить им, по-моему, что-то порядка не то 300, не то 350 миллиардов долларов сейчас поднято. Это только в американских фондах. И как бы, еще раз, согласен со всем, что Алекс сказал, но как бы, оно не но, а скорее и как бы позитивная такая классная штука для стартапов, что мы же не можем на этих 350 миллиардах долларов до бесконечности сидеть. То есть мы все равно же будем инвестировать. То есть будем ожидать, как Алекс и сказал, что будут оценки немножко ниже, что будем тщательнее отбирать, будем, и сейчас, я думаю, об этом поговорим, будем смотреть больше на то, что в такой изменившемся теперь мире, который, наверное, дальше не по прямой, конечно, а там вверх и вниз будет меняться, вот, что будет перспективно, но денег просто очень много, ребят, денег много, премного. И VC тоже нужно понять, еще раз психологически, да, мы на этих там, можно на них несколько месяцев посидеть, но как бы сидеть на них там 3 года и там класть их под микроскопический процент в банк, либо, извиняюсь, просто отдавать LPs, это не супер классная идея. Поэтому кто-то будет сидеть, кто-то будет инвестировать, кто-то будет, я думаю, основная масса инвестировать очень-очень-очень осторожно и ожидая, да, более низких оценок. Но как бы good news такой, что, в общем, как бы вечеринка продолжается, просто музыка стала потише, диджей стал скромнее, и прибир закончился. Сейчас резюмирую. Смотрите, ребят, мы сегодня с вами говорили про то, как уберечь активы, и поэтому мы вот сейчас уже говорили там и про недвижимость, сейчас мы говорим там как раз вот, и мы говорили про криптовалюту немножко, сейчас мы говорим конкретно, как это делают ребята, которые занимаются венчурными инвестициями. То есть сегодня они, по сути, притормозили свои активности с точки зрения поиска новых стартапов, сфокусировались на том, чтобы уже работать с текущими командами, в которые уже проинвестировали, соответственно, участвовать в совете директоров, помогает командам принимать сложные решения о сокращении штатов, о сокращении издержек, да, там. Это очень такие болезненные процессы для организации, да, то есть людей, которых мы, по сути, там долгое время искали, таланты набирали, сегодня нам приходится увольнять. Это прям уже, ну, вообще просто столько времени, денег потратили, чтобы найти, да, теперь, то есть прям вот эти все болезненные сегодня делают. Вот, соответственно, то есть у меня как бы следующий вопрос, который я хотел бы с вами, то есть, ну, тоже обсудить по возможности, да, вот в любом случае мы сказали, что оценки будут меньше, что инвестировать сейчас будет еще с большей опаской, чем раньше инвесторы, да, то есть, но все-таки какие сегодня технологии в текущей ситуации, да, то есть наиболее востребованы и вот, ну, вот куда, вот, ну, сейчас вот ребята, которые смотрят, например, они думают, так, окей, если, например, я там предприниматель, у меня есть деньги, то какому, условно, там, какой команде я дам денег, там, какой-то там первый сид денег, да, чтобы они какую-то технологию сделали, которая потенциально потом в Кремниевой долине пригодится. Или там ребята сидят, какие-то айтишники сейчас нас смотрят и думают, вот сейчас в условиях кризиса, типа, вот что я, куда я, вот, ну, какую технологию, какой мне язык вообще программирования учить, да, там, и, может быть, какой стартап прямо сейчас не начинать делать, да, то есть вокруг чего, куда движется мир. Вот мне бы очень хотелось, чтобы вот такие люди, как вы, у нас еще там достаточно времени, чуть больше получится, да, там получается, ну, где-то в 12-10 мы можем закончить. Вот, я очень хотелось бы, чтобы ваша картинка вашими глазами, короче. Ну, я за 2-3 минутки могу ответить. Первое, мы сделали табличку, сейчас она еще в процессе апдейта, у кого, у какой компании, как на какой компании отразится это дело. В общем, там и плюсы, и минусы, не сказать, что там сплошные только минусы. Из минусов некоторые раунды не получились, естественно, да, потому что инвесторы, которые уже были готовы, сейчас сказали, хопа, все на холде. Из плюсов целый ряд наших компаний сейчас, ну, я там про некоторые, не выдавая никаких секретов, только публичную информацию. Там, например, у нас компания, которая, наверное, по оценке уже должна была бы быть юникорном, Литот, да, они купили Lord & Taylor недавно, это более 30 фешенебельных универсамов. И, в общем, они объявили публично, что в 2021
в 2021 или 2022, я не помню, они собираются делать IPO, там продажи Lord & Taylor были 1 400 000 000, у этих чуваков свои еще продажи, это подписка на аренду одежды. Вот, ну и как бы я ничего не выдавая, кроме абсолютной логики, можете себе представить, все эти ну не все еще пока, но часть этих универмагов, да, которые там в Иллинойсе, в Калифорнии, в Нью-Йорке, где уже shelter at home, они уже закрыты, еще какая-то часть закроется, то есть как бы плохо. С другой стороны, не знаю, может это им даст возможность уволить, я сейчас рассуждаю просто с панталыку, это не от этих компаний. Вот, с другой стороны, куча наших компаний просто вообще не покладаясь, наоборот, нанимать будет, потому что не покладая рук сидят, работают. Например, у нас 2 компании в онлайн education, и у них просто вот, я не выдаю секретов, рост вот такой. Ну, естественно, да, миллионы школьников сейчас перешли в онлайн, и они просто, они не успевают. То есть вот им сейчас нужны... Вот, кстати, если кто сейчас потерял работу, совет, ребята, срочно бегите, ищите онлайн education компании, они сейчас по ночам просто пашут, у них вот такой вот рост, и это нереально круто. А для игровых компаний, для многих просто вообще какое-то нереальное время, потому что люди как бы как играли, так и играют, только раньше они тайно играли на работе в Фейсбуке, в Фейсбуке я имею в виду сотрудники Фейсбука, вот, а теперь они дома сидят и играют, и теперь выходить никуда не надо, вот, и там, я думаю, тоже совершенно безумный рост. Вот, ну то есть вот, а по части, тут же как бы по части, в какие компании инвестировать, я думаю, в те компании, которые и в тех индустриях, которые вот будут продолжать показывать такой рост, и в тех компаниях, которые такие, знаете, как говорится, lean and mean, такие обезжиренные в хорошем смысле, не как раз жирные в смысле, что у них есть кэш, но обезжиренные в смысле, что у них нету толпы народа, которые абсолютно непроизводительные, там какие-нибудь там 5 помощников CFO при там ревеню с $10 миллионов. Как бы зачем это все нужно? Там 2 ресепшиониста на компанию там, 100 человек, да, и так далее, и так далее. Вот, то есть вот я думаю, вот такой ответ. То есть вечеринка будет продолжаться, но как бы пиво уже не бесплатное. Окей. Алекс? Руслан, если можно, да, я тоже прокомментирую по поводу, конечно же, будет продолжаться, просто я поправку небольшую внесу. Дело в том, что профессиональные венчурные фонды не сидят на деньгах, они сидят на capital commitments, то есть деньги находятся по-прежнему у их limited partners, у их инвесторов. И эти деньги все и так инвестированы в различные активы. И поэтому то, что фонд, то есть, во-первых, то, что Игорь сказал, то, что называется dry powder, количество денег, которые в США у фондов, колоссальное. То есть колоссальное. То есть фонды, которые набрали уже денег, причем из венчурных фондов, новые фонды, которые только образовались за 2019 год, набрали около $50 миллиардов. Я говорю про венчурные американские фонды, вообще не private equity. То есть private equity там вообще бешеные цифры, там, типа Carlyle там, и другие, TPG, каждый набрал очень большое количество денег. Поэтому давайте их пока в сторонку оставим, там вообще колоссальное количество денег. Но только венчурные, только новые набрали около $50 миллиардов. Те, которые были, у них еще дофига dry powder, то есть очень много денег. То есть денег много, но хочу ясность должна быть такая. Деньги не у них, они у LPs. Теперь LPs, инвесторы, обычно это blue chip companies. Это серьезные, это не какие-то физики у таких фондов, а серьезные пенсионные фонды и так далее. Никто из них не собирается нарушать коммитмент. Но если венчурный фонд, то есть партнеры, не инвестируют или менее активно, им это только на руку. Поэтому то есть тут как бы такой баланс. В общем, в итоге, как ни крути, замедлится объем инвестиций. Но это не страшно, еще раз, потому что действительно все равно будут инвестировать, потому что в этом бизнес, потому что есть еще другие моменты, которые заставляют нас инвестировать. У нас, в конце концов, ограниченный инвестиционный период, который прописан в мандате фонда. Соответственно, если там написано 3 года плюс какая-то отсрочка, там еще 4 до 5 лет, то если кто-то находится в серединке этого периода, то ему деваться некуда, ему надо инвестировать, ему надо то, что называется, to deploy capital, создать портфель, иначе все в итоге будет плохо. Поэтому все будут продолжать инвестировать, просто более осторожно. Теперь, если говорить про изменился ли подход, вот сейчас коронавирус, все сидят по домам, да, стали писать громкие статьи о том, что, смотрите, все начали понимать, что есть перспективные области, которые не требуют физического присутствия, и, там, например, онлайн education или игровые,
вот смотрите, как здорово, там не сильно просел или наоборот растет, потому что люди из дома сидят и играют, или учатся, или смотрят Netflix. Но, то есть мне лично не сильно нравится подход того, что сейчас возникла эпидемия, давайте теперь изменим стратегию и будем инвестировать теперь после этого только в такие вещи или сильно дадим туда крем. Если посмотреть просто на 2019 год до какой-либо эпидемии, то вообще в целом растущих сфер инвестиционных было около 80 разных областей. Теперь, если говорить по количеству капитала, во что больше всего инвестировали инвесторы, по крайней мере в Америке, то это компании были облачных технологий. Там, если говорить про примеры, ну, из поздних стадий, там, Snowflake, Databricks, Samsara, Netscope, это такие юникорновые компании. Но если говорить по количеству компаний, да, не по капиталу, а по количеству компаний, то больше всего было инвестировано в компании, применяющие технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, технологий кибербезопасности, в том числе кибербезопасности интернет-вещей, такие компании, как Armis, SentinelOne, Auth0 и другие. Теперь, дело в том, что если вы посмотрите, все эти технологии не имеют никакого отношения, есть эпидемия или нет эпидемии. Облачные технологии нужны были и будут нужны. Кибербезопасность и при эпидемии важна. Поэтому это будет продолжаться. Теперь, если говорить про трендовые инвестиции, которые новые, такие emerging области, кроме искусственного интеллекта, потому что там вообще очень много интересного, и уже говорить не по количеству капиталу там, или количеству компаний, а просто про интересные развивающиеся вещи, то, опять же, это технологии беспилотных автомобилей и грузовиков, такие как, например, Waymo, Nuro, eMark, Trucks, Zoox. Все эти компании, если мы говорим про что-то беспилотное, да, оно и в эпидемию супер важно, нет людей, все беспилотно. Или говорить про компанию Nuro, у которой грузовики развозят еду вообще без людей абсолютно. Человек сам выходит из дома, а грузовичок открывается, он забирает свою посылки с этой едой. Она вся началась, создала это все до каких-либо эпидемий. Сейчас при эпидемии, опять же, очень здорово. Инфраструктура не совсем готова, потому что не грузовички есть, но кто-то в итоге должен их загрузить, да, поэтому эта экосистема еще не совсем готова. Но в целом я пытаюсь сказать, что это будет продолжаться развиваться. Потом из новых трендовых областей было много инвестиций в такие компании, это называется облачные кухни, как Cloud Kitchen, One Kitchen, Host Kitchen, Rebel Foods. То есть эти все вещи, независимо от того, эпидемия, не эпидемия, это и так было, 19-й год, я вам говорю. Поэтому профессиональные инвесторы не сильно сейчас поменяют, они и так инвестировали в правильные области и будут продолжать. Так. Тут если можно, тут, кстати, интересная очень дискуссия. Алекс, интересно, ты согласишься? Я одну вещь еще добавлю, извини, одну вещь только добавлю, что еще одна emerging область была, она может быть не самая массовая, но emerging область была, это применение искусственного интеллекта в разработке новых лекарств и методов лечения. И это такие компании, как Fountain Therapeutics, Helix, InSilico Medicine. Это уже было 19-й год. То есть и это будет продолжаться. И сейчас как нельзя, кстати. Если можно, единственное внесу такое, я не знаю, согласишься ты или нет, я немножко, мне кажется, что твой взгляд, он такой очень стратегический и очень, как бы это сказать, такой вот, очень такой high level, ни в коем случае не иронически. Да, я понимаю, да. А такой очень, как бы, знаешь, такой стратегия, что будет проходить дальше, с ним не согласиться невозможно. Вообще, как бы, я не вижу, кто может с ним не согласиться. Мой взгляд, наверное, в данном случае более такой конкретно приземленный с точки зрения судьбы стартапа, так же, как и тебя, меня постоянно питчат, и питчат очень-очень многие. И так же, как и ты, я постоянно вижу, что происходит у других. И я, например, немножко, вот я дикий фанат YC, они для нас рановатые немножко, но вот я сейчас через все 200, там 197, через все 200 пролопатил, отобрал там сначала одно количество, потом другое, вот сейчас 5 у нас осталось, вот мы их будем рассматривать. И я был удивлен, честно говорю, когда ты как бы говоришь, там одни из последних вопросов, ну, я не знаю, в какой очередности ты задаешь, ну, как бы обычно там одни из последних, типа, окей, что по раунду или там по ноуту, там сколько осталось, сколько собираете. И я был удивлен, я не хочу сейчас раскрывать, потому что там конкретные компании, но я был удивлен, что две компании, которые мне очень понравились, просто очень, они не собрали вообще ничего.
а пара компаний, которые, ну, понравились, ну, не больше, и, да, нормально. Они просто, как бы, так сказать, говорят: сори, ребята, осталось место только там на 150, ну, мы там столько не инвестируем, 150 тысяч, но мы столько не инвестируем. И как бы окей, все, сори, не получается. То есть... А ты как бы обратил внимание, в каких областях? Это важно, в каких областях они, или это зависит просто от команды? Вот, ну, я не уверен, что то, что я сейчас говорю, что это какой-то, знаешь, такой research, то есть это просто основано на том, что я там отобрал несколько десятков компаний, потом это сузилось до некоторого количества. Ну вот, например, компания в области, я сейчас, чтобы не выдать их, потому что легко посмотреть в IC, и получится, что я как бы чужую тайну выдаю. Сейчас я осторожно сформулирую, чтобы не было понятно. Не, ну там например, есть компании в IC как раз в вот этом W20 Batch Winter 2020, которые там в одни из топовых зашли по разным критериям, просто что они более популярны. Например, одна из них была в области гейминга как раз. То есть действительно тоже гейминг, как раз неважно, там вирус, не вирус, эпидемия, не эпидемия, здорово, все. Да-да-да, гейминг прет. Ну, эти ребята, в общем, скажем так, там есть элемент офлайновый. Я просто не хочу их очень легко понять, кто они, и если я сейчас скажу, то получится, что я выдаю чужую тайну. Короче, я совсем не об этом. Я о том, что есть несколько типов компаний, которым вдруг очень тяжело стало поднимать. И это связано с тем, которые, с моей точки зрения, классные, они очень классные. И очевидно, логика, но я другой найти не могу, очевидно, логика инвесторов связывается с тем, что будет какой-то период, на протяжении которого этим компаниям будет очень тяжело. Вот как бы некая такая вещь, которую... Алекс, high-level я согласен. У нас очень крутая дискуссия получилась, но я вот вижу, что сейчас уже вот Григорий Абетов подключился, там другие ребята. Все правильно, надо закругляться. Да, сейчас смотрите, я хотел что сказать. Мне очень понравилась ваша картинка. Я смотрю в комментарии, Алекс, ты первый раз на нашем прямом эфире. Я вижу, в комментариях люди пишут, что очень нравится то, что ты говоришь. Игорь, очень рады приветствую снова тебя тоже вижу, да, то есть, что в комментариях пишут. Поэтому, ребят, вот то, что я сейчас вам предлагаю делать, кто это в записи будет смотреть, и кто вот сейчас прямо в эфире в прямом, а нас там уже там несколько сот человек, значит, напишите в комментарии просьбы, и мы, я думаю, с Игорем и с Алексом сделаем, как раз Игорь предлагал там еще пару человек, инвесторов из VC пригласить, да, там, мы бы, может быть, на следующей неделе, не обязательно в субботу, сделали какой-то такой круглый стол, потому что на самом деле я вижу, даже вам, скорее всего, полезно вот это общение друг с другом, да, то есть, и заодно мы его и как бы всем тоже дадим посмотреть. Ты когда тет-а-тет о каких-то вещах говоришь, ты говоришь совсем не так, как когда есть публика. Хотя, с другой стороны, там, если бы я с Алексом говорил один на один, я бы сказал, что это за компания. Да. Я не могу сейчас ее сказать, потому что... Спасибо вам большое. Давайте мы вот уже, я думаю, на следующей неделе, сегодня суббота, мы определимся и поговорим в таком кулуаре, уже возьмем тему какую-нибудь именно VC, и как раз у нас в аудитории спросим, что наиболее сегодня для них интересно. Я думаю, что мы найдем таким образом единомышленников, и там, возможно, в ваши фонды прибавятся партнеров, там, и там какие-то возможности новые откроются для вас тоже, потому что нас смотрят очень интересные люди. Еще раз спасибо вам большое. Хорошо, всем спасибо большое за эфир, спасибо. Всем спасибо и всем не заболеть. Все будет классно. Да, Руслан, передавай потом вопросы, можем ответить офлайн. Отлично. Пока. Итак, Гриш, Ленар, Сергей, я вас вот троих позвал, чтобы вот так вот, ну, еще так в кулуарах тоже поговорить, потому что вот мы все, что сейчас до этого говорили, у нас было такими серьезными дядьками взрослыми там, которые там уже там вот, ну, там, большими деньгами управляют, там, с таким опытом там в разных, ну, там, сферах там и так далее. Вот, и я вот сейчас предлагаю нам на троих вот тоже так еще поговорить, а что делать-то вот таким ребятам, как мы, предпринимателям, да, то есть вот кто, что вот, ну, сегодня сам, возможно, ну, уже начал предпринимать. Гриш, хотел вот, ну, у тебя спросить, как вот скажется вот все, что сейчас происходит на образовании, как ты считаешь, потому что у тебя твой стартап тоже про образовательный, да, то есть и ты как бы типа образованием уже не первый год занимаешься, было бы интересно, да, то есть вообще как ты видишь, как вот, ну, на предпринимательство это, ну, влияет. Ленар, я тебя спрошу, соответственно, недвижимости, вот этой всей истории, да, позже. Я бы хотел сначала Грише дать слово высказаться, потому что он специально просил первым высказаться, мы с ним закончим, потом с вами уже больше поговорим, если он с нами не продолжит. Вот. А пока я, Гриша, Сергей, тоже определим, как бы, ну, поговорим о том, как предприниматель сегодня действует. Гриш, пока давай прямо с тобой сейчас поговорим, поделись, вот, ну, что ты видишь будет в образовании, что ты видишь вот, с предпринимательством сейчас будет. Всем привет. Привет. Во-первых, я хотел сказать, что наоборот, сейчас большие парни пришли.
то есть молодые, еще зеленые, только начинающие Игорь Шайфот, они ушли. Ты видел Игоря в Фейсбуке? Он там качается каждый день, он просто фитнес-качок. А вот уже бывалые, старые, вот, потерявшие кучу денег, они вот сейчас пришли. Ну, это я сейчас думаю, про себя говорю. Поэтому, наоборот, тебя поправить. Взаимно, да. То есть ближе к вечеру, ближе к вечеру начинается тяжелый разговор грузных мужчин уже, понимаешь? Очень много потерявших, Руслан. Вот. И ты в нашей команде. Понимаешь? Сегодня пришли мышки, и мы эти мышки, то есть сейчас динозавры... У тебя просто, Руслан, понимаешь, у тебя в Уфе год шел за 5 лет в Силиконовой долине, значит, Игоря, понимаешь? И у меня тоже в Южных Чертаново, так что не надо говорить, что вот там только молодые пришли. Это первое. Второе, значит, что происходит? Ну, значит, образование в целом делится на две большие отрасли. Первое – это то, которое финансируется государством. С ним принципиально ничего не произойдет. То есть вот этот рынок весь образования, 5 триллионов долларов, он преимущественно связан с государственным бюджетом. То есть госвузы отпустили всех на карантин, перевели на дистанс тех, у кого есть онлайн-платформы, и в целом все останется у них нормально. Значит, под сильнейшим давлением находится офлайн образование, все офлайн образование частное. Значит, это то, что аудитории, это то, что семинары и тренинги, это то, что форумы, это то, что офлайн MBA. Вот все, что офлайн, дополнительное профессиональное образование, bachelor, master, это все находится под сильнейшим давлением. Это первое. Второе, значит, под сильнейшим давлением находится, как ни странно, все равно тех-рынок. Онлайн-образование. Ну, понятно, что мы все имеем в виду, что, по идее, онлайн-образование должно расти. Ну, как бы, по идее, оно должно расти, потому что все, что связано с доставкой, должно сейчас расти. Но на самом деле надо учитывать, что в основном рынок онлайн-образования, это тех-рынок, особенно в России, да и в Америке, он живет от раунда к раунду. То есть он все равно операционно неэффективен. То есть это все равно ребята, которые поглощают инвестиционные средства и допускают достаточно большое количество ошибок на эти инвестиционные средства. То есть да, они, безусловно, много стоят. В России игроки стоят по 10, по 15 миллиардов рублей уже, это тех игроки. В мире они стоят от 1 до 2 миллиардов долларов. Но они все еще находятся в операционном убытке. И большой вопрос, удастся ли им сейчас сократить косты и сделать бизнес более эффективным. Это очень большой вопрос. И я верю в то, что скорее мы в этих рынке потеряем много игроков, у которых шансов было больше без турбулентности. Поэтому вот говорить о том, что вот сейчас весь онлайн-сектор образовательный вырастет, это инфантилизм. Я надеюсь, кстати, что так никто не говорил, чтобы я никого персонально не оскорблял. Что еще из важных трендов? Ну, из важных трендов, что так как кризис надолго, то есть пандемия, она не надолго, кризис надолго. То есть кризис точно там на 14-16 месяцев. Потому что после того, как рухнут целые секторы, эту историю, после того, как повысится резко безработица, то есть все компании увольняют людей, это нормально. То есть только чиновники не хотят, чтобы людей увольняли. Предприниматели вынуждены увольнять людей. Конечно, ну, мы все будем восстанавливаться, то есть 14 месяцев точно. Как должно происходить это восстановление? Все очень просто. Значит, единственная хорошая новость вот для образовательного сектора и для остальных секторов в этом кризисе, она связана с тем, что все неэффективные, они уйдут, то есть они не выдержат. Вот все, у кого был один стратег, на чьи деньги он жил, все, у кого были там поглощенные инвестиции, потому что какие-то специальные договоренности, они все с рынка уйдут. На рынке останутся крупные, эффективные, прибыльные, в маржинальной прибыли игроки, которые будут сокращать издержки, поглощать новые объемы трафика. Ну вот что нам сейчас делать? Нам сейчас надо поглощать новые объемы аудитории, забирать их у конкурентов, которые будут падать. То есть, ну, в пределе, как бы, вот большая цель этого кризиса у бизнесов системных – это выйти из этого кризиса с новой, дешево поглощенной целевой аудиторией. Вот, поэтому подвожу итог того, что я сейчас сказал. Первое. Офлайн образование находится под сильнейшим давлением, ну, шансов там отбиться очень мало. То есть офлайн образование непонятно, как будет отбиваться. Второе. Это тех тоже под давлением, но там будут сильные игроки, которые выживут.
ну, рынок немного монополизируется, то есть он структурируется по крупным игрокам, много мелких уйдет. Ну и третье, сейчас все, что нам остается делать, это стоять на коленях перед кредиторами, приходить сбитые домой в гости к дебиторам и сокращать издержки и поглощать аудиторию, которая освобождается, потому что компании будут умирать. Ну, Понял. я пока еще останусь с вами минут на 10-15. Я пока ты с нами, тоже вопрос задам, Ленар, Сергей, да, ваш тоже мне нужен совет, вообще мысли ваши по этому поводу. Я реально хотел это с вами тоже обсудить. Как раз думал, с ребятами закончу, с вами обсужу. Смотрите, у меня сейчас есть понимание, что у нашего канала есть определенная масса, которые очень интересуются всем, что в мире происходит, и мнением тех людей, которые в том числе здесь живут, и вашим мнением им очень интересно. Кстати говоря, вот я с удивлением, да, там читал, что там много отзывов были даны хороших, там многим из тех людей, ну, которых я там, ну, не думал, что именно им дадут, да, там. Вот, некоторым из вас не буду на личности переходить, да, там, чтобы не обидеть одних и возвысить других, да, там, вот. Поэтому, смотрите, я думаю сделать такую штуку, то, что у нас хорошо люди реагируют, они в чате там все пишут, активно участвуют. Я хочу поставить эксперимент, попробовать сделать такой онлайн-комьюнити поднять, то есть предложить людям просто пройти определенный опрос, чтобы они отфильтровали, кто есть кто, и мы смогли определиться, да, кто в нашем комьюнити, кто те люди, которые нас смотрят, которым важно сейчас вот наше мнение знать. И потом, узнав, кто они, да, там, место жительства, например, да, и какую-то отрасль, например, рекламщики, там, производственники, ритейл, там, владельцы недвижимости, там, и так далее, фильтрануть всех людей, которые нас смотрят, и потом уже с ними по интересам собирать отдельные встречи, контентные, да, то есть уже на конкретную узкую тему. Например, не просто, чтобы было там, условно, там, у нас там общение там, ну, там с venture инвесторами, там, вот, которые сегодня перед нами выступали, они могли, эти же люди, эти же ребята могли говорить не просто о там своем, ну, высоком каком-то горизонте полета и там, что они могут там сейчас будут делать, они могут говорить про любую индустрию там. У них, потому что есть сейчас прям в компании стартапы, которые там очень многими отраслями, в том числе и производством, и рекламой занимаются. И они могли бы таким людям, которые, вот, например, у нас бы объединились, да, то есть могли бы накидывать тоже какие-то идеи и какой-то фасилитатор. Ну, короче, идея в том, чтобы разбить комьюнити нашего по группам определенно фильтрануть. Я уже придумал почти способ, я пока, ну, вот еще не готов его назвать, чуть позже, да, когда уже там, с ребятами, со всеми экспертами посоветуюсь. И потом, соответственно, много контента на наш канал, да, там. Я потому что могу, например, Ленар, там, например, я думаю, ты не откажешься, если я тебе предложу, например, быть фасилитатором какой-то такой встречи без моего присутствия. Ты же мог бы в Zoom потенциально сделать в прямом эфире такую фасилитацию, так ведь? Например, там часть бы смог сделать. Там у кого-то, если у Гриши будет время, желание, тоже, да, там. И мы бы таким образом для разных индустрий пилили именно узкий такой контент. И, соответственно, я думаю, что мы бы таким образом как раз ту аудиторию, которую ты, Гриш, говоришь, могли бы привлечь внимание, дать им молодой, дерзкий контент, такой актуальный на сегодняшний день. Потому что, ну, не по телевизору и книгам же учиться ребятам, ну, делать бизнес, да, там. Потому что я долгое время делал бизнес в России, учился это делать в России. Потом, когда вот начал здесь жить, я понял, что мы с большим основанием имеем доступ к тому, что вот, ну, на самом деле как бизнес делается. И было бы круто, чтобы мы соединили вот этих экспертов из России, из долины, где я со мной, вот, ну, то есть те, которые вот на наши эфиры приходят, мы бы их соединили и делали бы это там абсолютно бесплатно. Сейчас самое главное, просто нужно понять, как бы, как мы этот фильтр пройдем и, соответственно, как мы будем миру помогать, соответственно, ну, то есть преодолевать те последствия кризиса, которые мы сейчас будем с вами только наблюдать. Мы еще не видим, мы будем наблюдать. Вот, тем ребятам, кто сейчас это все смотрит в записи, я хотел тоже сказать, какой вот, ну, там, следующий шаг. Внизу в описании у нас будет телеграм-канал и группа в телеграме, в которой мы как раз там договариваемся со созвонах для того, чтобы определить там, что есть наша миссия, там, принципы, там, и какие у нас следующие шаги. Мы уже в воскресенье будем проводить. Поэтому присоединяйтесь. Там вот в группе будет, значит, все это обсуждение, мы там выберем тех, кого пригласим на встречу. Я думаю, что ребята, вот тоже, я хотел бы, чтобы вы высказались тоже, что вы думаете об этом во всем. Потому что я считаю, что если вот, ну, мы сейчас сможем так вот все объединиться и разбиться быстро по интересам, и помочь людям давать такие вот конкретные, применимые там, ну, для них какие-то шаги, то могли бы сделать очень большую пользу для всего мира, условно, да, русскоговорящего во всем мире. Потому что у нас отозвались ребята там и из Америки, там, да, там, и из Беларуси, там, с Украины, с разных городов. Вы могли бы сделать пользу, и я думаю, что вместе с ними вы смогли пользу сделать и для своих бизнесов, и для тех, кто здесь собрался. Да? Конечно, Руслан. Что думаете? Я думаю, Руслан, сразу выскажу, что эта идея отличная, особенно сейчас, да, то есть я вот прямо как специалист по личным финансам, я вижу вот это, все чувствую вот это вот
веяние эмоций, да, на людей, которые вот наталкиваются, особенно в периоды колебания рыночных. Вот сейчас вот до этого все мы, как бы, все, кто при деньгах, они готовились, что вот этот вот период относительно как бы спокойствия, когда доллар был по 58 рублей, да, он так же, как пришел, так же и уйдет. В этот момент богатые люди, наоборот, закупались долларами по низам. А как бы, ну, массы, они говорят, блин, все, доллар дешевеет, надо от него избавляться, все, мы победили. Многоходовка сыграла. Все наоборот, вот когда был 61, все наоборот покупали, то есть мои клиенты. А в большинстве своих СМИ, вот даже Герман Греф, тоже уважаемый, да, при всем моем уважении к нему, то есть 26 января он сказал, что все свои основные сбережения я храню в рублях. И это сразу же моментально растиражировали все СМИ. И тут я понял, что скоро, значит, жахнет. Ну, то есть это такие вот триггеры есть, когда по телевизору говорят, что рубль крепок, значит, надо делать наоборот. Поэтому... Старый добрый способ Ленара, послушай Грефа и сделай наоборот. Как поймать инсайт? Слушайте по ящику и делай наоборот, короче. Да. То есть, и вот это вот, да, то есть я сейчас вижу, и сейчас получается, вот мне звонят там старые друзья, какие-то там партнеры, клиенты, такие как с давних времен еще, да, какие-то как-то соприкасался. Они говорят, звонят и говорят, а что сейчас делать? Ну вот как будто вы вчера родились. То есть это для меня такая ситуация, как будто бы снег неожиданно пошел в декабре. То есть вот, ребята, ну это очевидная вещь, которую вот надо всегда готовиться по жизни. То есть, ну, рубль – это производная валюта от других валют, от основной валюты мира. Как бы мы это как бы не были патриотами, да, но я патриот в той степени, вот, ну, чтобы сохранить свою как бы нацию богатой, своих сограждан богатой. И вот поэтому, друзья мои, долгосрочный капитал надо всегда хранить в твердой валюте. И если ты сейчас вот не успел это все приготовить, то тогда не надо сейчас все сливать, а надо вот постепенно готовиться уже к следующему кризису и выживать вот в кэше, в том кризисе, который сейчас есть. Особенно если мы сейчас войдем в стагнацию на 12 месяцев, да, то тот кэш, который у тебя сейчас есть, не надо на хаях покупать сейчас доллары. И сейчас с ним вообще непонятно, что будет. Да? Вот, сейчас мы смотрим, что в игру с ОПЕКом, там, где сейчас были два ключевых игрока, Саудия и Россия, сейчас еще подключается Трамп с пятницы. И такая даже шутка сейчас ходит, да, что это ОПЕК плюс-плюс. То есть раньше был ОПЕК плюс Россия, а сейчас ОПЕК плюс США, ОПЕК плюс-плюс. Или там еще ее называют типа Трампек. Ну, то есть Солнцевиков он пошел тоже защищать и выступать неким медиатором. И возможно, да, то есть мы сейчас посмотрим, то есть может быть вот эта вся ситуация девальвации рубля, которая в первую очередь связана там с рублем, да, она может быть, ну, как бы стабилизируется в каком-то там начальном периоде. То есть в начале апреля все поймут, что играть без правил совершенно никому не выгодно, и поэтому, может быть, решат, что надо все-таки как-то договариваться. Может быть, пойдет это тогда на укрепление рубля, соответственно, то есть и на укрепление цены нефти. Но в любом случае для россиян такой фактор еще есть, что 22 апреля, да, вот в этот вот день, в принципе, все и произойдет. То есть с этого момента могут прекратить вливание, то есть поддержки со стороны Центробанка рубля, и могут его там уже отпустить. Поэтому для тех, кто как бы думал там конвертироваться или не конвертироваться, да, то есть такой вот как бы, наверное, такая рекомендация в том, что если ты все равно в долларах хотел сохранить капитал, точнее, в принципе хотел сохранить капитал, то особо ждать, наверное, нечего. Надо просто сейчас их конвертировать и размещаться в долларовые инструменты в американские компании, особенно пока они сейчас очень хорошо просели. Вот. И постепенно это делать, потому что с 22 апреля непонятно, что будет. И твоя идея, Руслан, в этом плане вообще хорошая, потому что я вижу через нее инструмент того, чтобы гораздо широкой массе говорить, что, ребята, снег падает в декабре, надо к этому быть готовым. То есть надо активы всегда хранить как бы в твердой надежной валюте. И я вижу в этом очень большой как бы реально там, неграмотность большинства населения в России, да, когда вот люди думают, что ну все, рубль это, конечно, классная тема, у нас все в рублях. Ну, круто, вот, поэтому классно. Ты находишь время. Смотри, я бы хотел другим тоже возможность дать высказаться, потому что я вижу реально, что вот я сам как бы постоянно пожираю контент. И, кстати, говоря, у Гриши есть специальный канал, где он контент такой дает, ну, как бы очень такой же отфильтрованный. Руслан, прости, пожалуйста, чтобы просто тема не ушла, я прямой вопрос Ленару задам, который мне тоже интересен. И Сергею, я думаю, тоже. Давай. Ленар, так все-таки ты считаешь, что вероятность вот коридора 85-95, она очень высокая, да?
Ну, слушай, Гриш, да, ты знаешь, я на своем телеграм-канале, воспользуюсь случаем, да, Ленар говорит, что я, конечно же, говорил, что еще в А у кого сентябре... нет телеграм-канала, выйдите, пожалуйста, из эфира. Ну, мы же все предприниматели, друзья. Да? То есть, смотри, я даже в сентябре уже там вот, то есть, ну, откопали мы с ребятами прогноз Центробанка, где он, как один из сценариев, говорит, что доллар в первом квартале 2020 года будет 94 рубля. Ну, это жесть. То есть это было уже заложено в тот момент. И я это опубликовал, конечно, в телеграм-канале. Там. Но мне друзья там посмеялись, что-то посмотрел, сказал. И недавно я это вот заново вот эту вот статью свою вспомнил, показал. То есть, и на самом деле сейчас такие прогнозы ходят, что 120 рублей, да. То есть при той цене барреля, которая сейчас есть, ну, реально цена, ну, соотношение рубля, это 100-120 тоже вполне может быть. То есть, если, отвечая на твой вопрос, да, у рубля дна вообще нету. То есть вот долгосрок... Тоже это понимаю. Я вот сейчас вижу за всем, что происходит. Я не супер там финансовый эксперт, но вот я в последнее время очень доверяю своей интуиции, потому что она мне очень помогает. И я вот вижу, что пока дна тоже, вернее, нету, с учетом того, что в мире происходит, и поэтому очень все интересно. И Ребят, смотрите, да. Давайте вернемся к тому, что мы для чего собрались, ребят. Мы говорим про то, что, ну, какие у нас могут, как нам удержать активы, да, там, как сделать так, чтобы они не обесценились. Мы говорили там про образование, про то, что делать и так далее. И вот как раз я бы хотел, чтобы вы тоже высказались. Вот я конкретно, ну, понимаю, что у нас есть определенное сообщество, вокруг которого, ну, как бы за нами наблюдало, за тем, что мы в Америке делали там, и так далее, да, за счет того, что мы там много рекламы там, условно там, да, там купили, да, в свое время, пока вот как раз продвигали свои вот эти все образовательные, ну, там, программы. Я думаю, что если мы таких людей сейчас объединим всех вместе, да, там, вот, люди, которые реально на самом-то деле ко мне приезжают, есть там и со списка Forbes, и там владельцы там, ну, огромного количества там недвижимости, там и производства, да, там и так далее. Я вот, кстати говоря, могу сказать так, что вот после наших эфиров с вами ко мне люди, например, начали звонить и спрашивать: Руслан, у нас вот $1 миллион есть, это вот мои клиенты. Условно, куда нам их правильно вложить, короче, представляете? То есть такие запросы уже есть. То есть у нас реальные люди... Я тебе скину свой контакт. Звони, Руслан, звони. Сейчас вот смотрят люди, потом говорят, они говорят, познакомь нас с этими, с теми, там и так далее. Я говорю, конечно, давай, не вопрос. Я знакомлюсь, состыковываю. Там, все, у кого есть $1 миллион, 8 903. Нет, я к тому, что я хочу всех вот этих людей объединить по интересам, потому что вот, ну, про кого сейчас говорил, они крупные производственники там на Урале, например, да, у них конкретно заводы, да, ну, то есть у них конкретно 1000 людей. И им бы интересно было бы пообщаться с такими же людьми, как они, например, да, у которых тоже завод, ну, где-нибудь там, например, там в Москве, в Нижнем Новгороде, который у нас тоже есть на самом-то деле, понимаете? Просто до этого как бы не было способа, и у них, по сути, из-за того, что, ну, вот культура потребления была, что я буду онлайн, что-то встречаться, понимаешь, да, то есть, а сейчас как бы, ну, все такие думают, уже я могу и онлайн, мне лишь бы сейчас понять, что делать, понимаешь, да, то есть уже... Да. Там на вот эти все пафосные там вот эти. Мне сейчас уже вот это все не обязательно, мне надо контент, мне надо что делать, понимаете? Я не готов, в принципе, сейчас разговаривать. Я думаю, что если вот, ну, самое время вот, ну, такому как бы комьюнити, который будет таким образом помогать, когда-то надо было, ну, то есть, ну, как бы самоосознать себя, возможно, это тот самый, как бы, ну, то самое время, и это такой, я хочу поставить эксперимент, насколько у меня это получится. И я бы хотел, чтобы другие ребята тоже высказались. Здесь вот еще Сергей, Гриша не сказал. Давайте тоже выскажите, мне важно ваше мнение. Да, всем привет. Я, конечно, не эксперт в инвестициях, но доллары и акции Zoom прикупил на прошлой неделе. Рассчитываю. Если возвращаться к вопросу, я бы, наверное, затронул тему, как будет адаптироваться, ну, как вообще, в принципе, адаптироваться бизнесу под текущие условия. Местами, наверное, повторюсь, коллегами. Многие компании, там, начну с очевидного, многие компании будут, конечно, переходить на удаленную работу, будут осознавать, что удаленная работа при правильно отстроенных процессах может быть даже эффективней, чем офлайн формат. И мы даже это наблюдали там в разных компаниях, потому что при сквозной аналитике и при использовании правильных инструментов эффективность повышается. В ходе адаптации бизнесу потребуются дополнительные инструменты для отстройки удаленной работы. Это, в принципе, тоже очевидная история. Такие сервисы, как онлайн-коммуникация, почему, кстати, я и вложился в акции Zoom, корпоративные мессенджеры, мне кажется, можно и акции Slack прикупить.
чат-боты для трекинга сотрудников, адаптации и мотивации. Также сквозная аналитика во все процессы с чат-бот-уведомлениями для руководителей. Онлайн-платформы для обучения сотрудников. Здесь, кстати, огромный рост. Даже на примере российских компаний. Буквально вчера общался с основателями компании Training Space, и у коллег буквально за 1,5 месяца было заключено 16 крупных контрактов из сегмента Enterprise. Эти клиенты тянулись 2 года, а здесь они схлопнулись за 1,5 месяца. Также удаленная медицина, о чем говорили коллеги, потому что сотрудники будут находиться удаленно, и медицину тоже им нужно будет удаленно оказывать. Рекомендательные системы, потому что будет увеличиваться объем данных, которые необходимо будет обрабатывать и давать рекомендации не только по аналитике снаружи, но и по аналитике внутри. Каким образом необходимо будет действовать руководителю в той или иной ситуации. Компании, очевидно, будут переупаковывать свои продукты, ценностные предложения, так как будет меняться сама культура потребления. Это также очевидно, и мы видим такие примеры, как офлайн-бизнес ивент-мероприятий начинает уходить в онлайн, там доставка еды теперь не до клиента, а до двери. Люди даже начинают организовывать онлайн-вечеринки. Хотел на нашем канале сделать онлайн-вечеринку, поставить музыку такую, здесь потанцевать такой пати, чтобы... Да, это актуально на самом деле. Даже у нас там сотрудники сейчас организовывают онлайн-пати. На это есть уже спрос. Да. Последнее, что я хотел бы видеть в этой жизни, это выходить вечером в субботу в онлайн-вечеринку, где Гафаров танцует. Я, в принципе, и тогда это будет финал пандемии. Я считаю, что мы все это будем видеть. Если такой, значит, мы в мире остались только мы с тобой вдвоем, короче. Ну, только при таких раскладах я, Руслан, готов на тебя танцующего смотреть в субботу вечером. Да, ну это так. Сергей, что по поводу вот, ну, то, что мы говорили по поводу того, чтобы, ну, вот такую историю сделать и попробовать так собраться по интересам и вот так вот самоорганизоваться? Руслан, я думаю, точнее, я уверен, это отличная идея. Я хотел бы также еще, на самом деле, затронуть еще одну неочевидную историю. Так как будет развиваться удаленная работа, онлайн доступ к специалистам будет расширяться. В связи с падением курса рубля наши специалисты, эксперты будут еще более привлекательны для международного рынка. И вот что здесь, на первый взгляд, не очевидно, но... Во-первых, это открывается возможность аутсорса за рубеж. Какой возможный риск здесь может быть? Это то, что стоимость наших экспертов может взлететь, потому что их начнут скупать из-за рубежа, потому что для них также будет актуальна культура удаленной работы. Ты помнишь историю, как с Кремниевой долины? Первое правило – никогда не перевози своих сотрудников туда, потому что быстро раскупят. И опыт там Яндекса и Mail как бы подтвердил это. Здесь теперь будет история такая более глобальная. Я не говорю, что это произойдет, но риск такой возможен. Ну да, то есть получается, если теперь уже там конкурируем мы, получается, онлайн не только там условно там мы там за там, ну... Да, возможно, что мы будем конкурировать уже не только с российскими компаниями, но и с международными, потому что вот эта граница, она будет смыта. Тоже, короче, ну, сейчас настроили пушки, искать себе специалистов в других странах, чтобы качество не потерять, а как бы эффективность увеличить. Это как раз хороший, ну, как бы вариант нанять специалиста удаленного где-нибудь из русскоговорящих стран. Я думаю, что как раз вот то, что мы сейчас можем сделать, если мы сможем сейчас вот это вот комьюнити собраться, и мы сможем, возможно, в этом как бы, нас же смотрят в том числе там и какие-то студенты, возможно, которые интересуются своим будущим там и так далее. Мы сможем как-то объединить, если хочет получить вот эти онлайн-проекты, возможно, мы получить. Может быть, какой-то там, ну, то есть тоже работы даже первый дадим, понимаешь, да? То есть я поэтому... Да, и как я и сказал, из возможностей открывается это аутсорс наших специалистов за рубеж, потому что они будут еще более привлекательны за снижение курса рубля, и будет стерты вот эти границы. Поэтому для возможностей, да, здесь открывается большой канал. Рус, если можно, Сергей, спасибо, очень тоже интересно. Если можно, я сам себя зафиналю. Давай. Первое, что ты сказал про сообщество, хочу ответить, что я за 2 руками. Значит, название я предлагаю Coronavirus Free Club.
Вот такое название. Если никто не против, предлагаю утвердить глобальное, ну, то есть условно выжившие. Значит, второе, я хотел бы отреагировать еще на слова Ленара, связанные с тем, что деньги надо сейчас, ну, то есть долгосрочный капитал в долларах, там, ну, многие начнут рубли конвертировать в доллары, но я считаю, что более важная задача, которую надо решить, это, собственно, как начать зарабатывать в долларах. Потому что все мы знаем историю бедного, ну, как бы человека, которого мы очень сильно любим, его зовут Руслан Гафаров, которого выручка, например, в рублях, а траты в долларах. Ну, то есть хуже придумать невозможно. Поэтому сейчас вся наша задача связана с тем, как сделать выручку в долларах. Правильно понял, у меня выручка в долларах, а траты в рублях. У меня люди переводят в американские. Тогда меняемся, Значит, великолепного, невероятно богатого Руслана Гафарова, у которого выручка в долларах, а траты в рублях. Понимаешь, вот такие, как ты, наше будущее. Вот, если ты продолжишь в таком темпе, мы даже готовы смотреть, как ты танцуешь. Значит, третье, что я хотел сказать из важного, значит, из серьезного, что онлайн фриланс, то, что сказал Сергей, 100% крутая штука. И я вот сейчас запускаю бесплатный образовательный продукт. Я решил его быстро сделать бесплатный образовательный продукт под названием «Как работать удаленно» на 16 часов. Я его размещу у себя на платформе в новом университете Мегакампус, и я вам всем вышлю. Посмотрите, то есть я в него много денег вложил, и он будет бесплатно. Это для меня как инструмент поглощения трафика и чтобы забрать трафик у конкурентов. И, конечно, вот я очень верю в то, что надо готовить фрилансеров, которые, то есть, ну вот Греф, тот самый Греф, вот, да, наш любимый Греф, да. Слушает и делает наоборот. Он когда-то сказал, что мы страна фрилансеров, да, скоро превратимся в страну фрилансеров. И я думаю, что у этого есть доля правды. Он знал, что будет, что мы будем работать на американо Руслана Гафарова. Да, совершенно верно. Да, что на его комьюнити. Что я получу профессию веб-дизайнера и буду у Руслана Гафарова просто веб-дизайнером за зарплату $3000 в месяц, которая в моем рублевом эквиваленте будет больше, чем вся моя прибыль в рублях в России. Всем пока, спасибо. 22:30 в субботу, мне надо спать пойти. Все, давай, Гриш, спасибо. Хорошо, пока. Пока. Ребят, давайте тоже обсудим, что нам еще есть, что обсудить. Я бы хотел вот сейчас просто вот, ну, уже, если есть что добавить, вы добавьте из всего, что мы обсуждали. И потом мы будем финалить. Я бы просто хотел тоже обратиться ко всем, кто будет, кто это сейчас смотрит, кто в записи. Да. Руслан, я хочу добавить про вот, частый вопрос, который сейчас за последнюю неделю мне очень часто, про недвижимость, да, в России. То есть у людей вот остались много рублей, и они спрашивают, что с ними делать, конвертировать в доллары или недвижимость сейчас покупать. Если интересно, могу вот про вот это там коротко пояснить, например, вот для русскоязычной твоей аудитории в России может это быть интересно. Окей. Ну, смотри, давай так. Вот сейчас я вопросы прочитаю быстренько, мне вот сейчас ребята скинули. Давай. Попробуем найти какие-то, на которые мы сможем ответить сразу сходу. Да? Вот. Вопрос первый, значит, после обесценивания офлайн активов, ну там туротрасль, отели там и так далее, после кризиса, стоит ли их покупать или ждать, что отрасль окончательно трансформируется в онлайн? Вот ты что думаешь, Ленар и Сергей, что вы думаете? Есть ли смысл сейчас скупать эти активы, либо вообще надо, ну, как бы, как-то по-другому распоряжаться деньгами? Руслан, я тут специалист именно в IT, не в инвестициях, поэтому, наверное, дам слово Ленару. Давай, Ленар. Ну да, смотрите, здесь тоже нужно глубже понимать туристическую отрасль, как она вот поведет, да, те же самые Airbnb, Booking, да, то есть сейчас у них очень много идет отзывов, и с большей вероятностью тоже будет вот непонятно вообще, когда это все восстановится, сколько месяцев это все, весь карантин продлится, вообще не имеет, никто не понимает. Поэтому, зайдя сейчас в акции Airbnb, например, там, или в похожие истории, непонятно, сколько просидишь в этих минусах, и после того, как этот кризис пройдет, с чем они выйдут, тоже вообще непонятно. Поэтому, возможно, имеет смысл заходить в более какие-то твердые активы, которые вот, ну, те же самые Apple, те же самые Samsung, Amazon, они довольно сильно тоже просели. Ребят, лучше посмотрите то, что с которой больше шансов имеет вот, делать бизнес на онлайне сейчас. Вот, лучше бы туда, вот, то есть в условиях ограниченности финансовых ресурсов лучше распределять их в то, что просело, но имеет шансы легко адаптироваться в вот нынешней ситуации.
Окей. Смотри, такой вопрос, следующий, да, читаю, да. Какие товары в маркетплейсе будут пользоваться спросом в этом году после завершения эпидемии? То есть, если так пофантазировать, ну, как бы есть какие-то идеи? Сергей, может, у тебя что-то? Окей, Товары и маркетплейс. Ага. Что будет с нефтяными компаниями, у которых цена на нефть падает резко? Быстро будет расти? Ну, обратно отскакивать будет? Или все-таки мы как бы зафиксируемся где-то там внизу? Что думаешь сам, Ленар? У тебя какое мнение твое? Ну, смотрите, да, вот если у меня просто среди клиентов есть люди, которые работают в компании Шимбирже, да, то есть вот просто и поэтому я слежу там за котировкой их акций. То есть в свое время они стоили довольно дорого, там под 100, да, потом стали 65, потом в какой-то момент они стали 35, им выдавали часть зарплаты в них, да, и они радовались, что они сейчас дисконтом эти берут. Потом наступил момент, что они 25 сейчас стоят, и еще, может быть, даже ниже тоже падают, да, то есть 15 даже сейчас стоит. И то есть это очевидно, что она как бы сама капитал, ну, реальный капитал этих компаний, он выше, чем стоимость их акций. Но будут ли они расти, вообще непонятно, потому что сейчас инвесторы в глобальном плане, масштабные, большие инвесторы, да, в них довольно сильно разочаровываются, потому что видят, что эра нефти, она кончается. Как в свое время Герман Греф, тоже самый, цитируемый сегодня, да, говорил, что каменный век кончился не из-за того, что камни закончились, а из-за того, что по-другому начали делать. Так и с нефтью тоже, да, то есть, возможно, сейчас вот люди пытаются, ну, страны сейчас пытаются, богатые нефтью, поднять эту нефть, хоть как-то цену на нее, избавиться от нее и все закрыть эту эру быстрее. То есть, что будет поэтому в долгосрок с нефтяными компаниями, вообще непонятно, я бы на них там ставку, может быть, и не ставил. Как говорят же, да, то есть, big data, вот эти большие данные, это вот новая нефть на сегодняшний день. И в этом плане выигрывают, конечно же, вот крупнейшие корпорации типа Гугла и прочие такие. Лучше туда, ребята, ориентируются. Да, сейчас я еще пару вопросов прочитаю, как раз для Сергея будет вопрос. Вот следующий вопрос у нас такие. Есть ли трейдеры, которые занимаются IPO? Интересно было бы их увидеть. Есть такие ребята, мы их пригласим. Пока среди нас таких нету суперэкспертов, но у меня есть прям суперэксперт, я попрошу, увидел, да, там. Расскажите, стоит ли в IPO акции сейчас лезть и во время кризиса в России? Тоже вот это мы этим же вопросом зададим. Сейчас, который... Могу коротко прокомментировать, Руслан, эту вещь про IPO. То есть, так как это тоже один из инструментов, который мы тоже смотрим для инвесторов, да, сейчас тоже смотрим, сейчас в связи с этим коронавирусом непонятно, насколько будут откладываться эти IPO. То есть они изначально, может быть, хотели выйти в марте, да, но из-за того, что сейчас обстановка на рынках вообще такая, что все берегут кэш при себе, и они могут просто, во-первых, не выпуститься, хотя деньги уже собрали, да, могут отложиться. И, соответственно, весь твой кэш, который ты вложил в это IPO, он просто зависнет там и все. А в условиях сейчас, вот, когда тебе на твое производство нужен кэш, да, ты будешь там сидеть и думать, что вот у тебя там 100 тысяч зависло там в этом IPO, и ты будешь гораздо больше переживать. Поэтому в данной ситуации лучше подушку безопасности и эти инвестиции держать при себе, при кэше, и не отдавать их на тех ребят, которые хотели выйти в марте там, или там в мае, там когда-то там. Потому что непонятно, сколько продлится. Окей. Так, смотри, у меня вопрос сейчас как раз вот для Сергея. Сейчас, секундочку. Какие профессии будут востребованы в ближайшие годы в связи с тем, что вот сейчас в мире происходит? Я думаю, ты примерно в эту сторону можешь нам рассказать, потому что ты как раз вот в IT. Да. Сейчас многие профессии будут связаны как раз с удаленной работой из дома, скорее всего, в том числе, да? Да, ну то есть все профессии, которые, в принципе, и сейчас удаленные, они также будут поддерживаться. Что-то новое появляться там вряд ли будет. Здесь единственное, что будет увеличиваться спрос. Спрос на поддержку клиентов, спрос на маркетинг, все, что можно сделать удаленно. Вот, каких-то, там единственное, что, возможно, еще расширится спрос на IT-специалистов, в том числе за рубежом, потому что их можно будет нанимать также удаленно. Это ребята, в том числе в области искусственного интеллекта, разработчики во всех плоскостях. Что-то новое я, наверное, здесь точно не открою в данный момент. Окей. Да, двигаемся дальше. Как раз, Ленар, вопрос к тебе. Интересуется, вот именно тебе задают, что будет с недвижимостью в России, рост или падение? Что сейчас с этой недвижимостью делать, если она есть? Ну, смотрите, во-первых, если вы еще ее не покупали, то не надо покупать.
То есть, ну, две позиции, да, то есть если вы давно хотели купить для того, чтобы в ней жить, и у вас сейчас как раз рубли скопились, да, то, наверное, лучше в нее заходить. То есть вот чтобы жить, чтобы решить свой жилищный вопрос. Тогда надо. Сейчас хорошее время, то есть пока ставки ипотечные тоже низкие, да, наверное, надо в нее заходить. И даже по ипотеке брать, потому что потом, ну, и все, что ты как бы свыше твоего первоначального взноса, это конвертировать в доллары просто. Вот. И то есть в данный момент хорошо заходить в этот период с долгами в рублях, вот, потому что они потом все равно обесценятся. Вот в этом плане хорошо. То есть решить свой вопрос недвижимостью для жизни. Однако рассматривать ее как инвестиционный инструмент, ну, камон, ребят, это совсем не так. Совсем нельзя ее рассматривать. Вот просто такой пример, да, что вот в Москве, например, там средняя однушка, которая инвестиционная считается, да, она стоила, например, 4 миллиона рублей, и ты ее мог купить, например, на котловане в 2013 году, это было по курсу 30 рублей за доллар, да, это было 130 тысяч долларов, да. Проходит Крым наш, в итоге получается в 2015 году вот это за 4 миллиона квартира, даже она там выросла в цене, 5 стала, да, в итоге она превращается у тебя в 90 тысяч долларов. То есть ты видишь, что у тебя минус 40 тысяч долларов, да, языком, ну, корова языком слезала. Сейчас проходит вот эта вся история с нефтью, вот эти же квартиры 5 миллионов, она у тебя превращается вообще в сколько там, в 80 тысяч, да, там получается, сколько там разделить по нынешнему курсу, 5 миллионов делим на 80, ну, в 62 тысячи. 62 тысячи рублей, вот твои 130 тысяч и превратились в 62. Вот поэтому вы думаете, до 2036 года, то есть это следующий период переизбрания уважаемого президента, таких историй не повторится. Скорее всего, это будет периодически происходить. Поэтому активы в недвижимости российской лучше не стоит держать. Есть альтернатива такая, да, Real Estate Investment Trust. Это ценные бумаги, которые привязаны к недвижимости, но они по всему миру. Лучше же туда их рассмотреть, они сейчас тоже припали на 20... Ты заговорил, тут ребята вот тоже пишут, какие инструменты инвестиционные сейчас наиболее актуальны, какие бы ты рекомендовал, ну вот именно друзьям, если так вопрос задать. Ну смотри, говоря про друзей, то есть надо смотреть вообще исходя из ситуации друга, то есть там много очень параметров, да, то есть исходя из его целей. Вот я даже сейчас вот при выборе недвижки сказал, что ну два варианта есть, и тот может подходить для человека. То есть сроки инвестирования, сумма какие, да, то есть здесь много разных решений есть, то есть можно там подбирать разные стратегии, то есть они индивидуальны, Руслан. Здесь нам тоже запрещено давать массовые инвестиционные советы, Руслан, поймите нас правильно тоже, потому что это может то, что одному хорошо, может быть плохо для другого. Поэтому надо здесь лучше действовать все в соответствии с личным финансовым планом. И если его нету, то самая пора его создавать, друзья. Потому что те, кто сейчас при плане, да, они наоборот как раз просто берут и докупают то, что сейчас вот упало очень хорошо. Мы там каждый месяц, каждую неделю просто в соответствии с нашим планом берем и докупаем. Докупаем и real estate, то есть ну, недвижимость зарубежную в виде ценных бумаг. Докупаем и ценные бумаги тоже. Покупаем стратегиями. Так, вот, и будем это делать. Присоединился. Андрей, ты здесь, да? Андрей. Алло, Андрей, появлялся Андрей, похоже, да, я тоже что-то видел. Андрей, ты нас слышишь? Нас не слышит. Ладно, я пока выключу. Так, наверное, по вопросу, наверное, у нас уже все. Так, там уже по MasterCard. Так. Вот здесь такой вопрос специфический. Спросите мнение Ленара по ETF на золото, в целом покупку золота. Сможешь? Про покупку золота? Ну, смотрите, золото классически считается, что это типа консервативный инструмент для сохранения капитала. То есть его часть можно держать у себя, но ставить всю ставку только на него, ребята, нет. Какой-то кусочек капитала можно держать, но далеко нет. И золото тоже надо понимать, да, в какой форме вы будете это держать. То есть может быть в форме слитков, может быть в виде биржевых бумаг, да, а может быть в виде акций золотодобывающей компании, например. Так вот, слитки в оригинале вообще нельзя покупать, потому что одна малейшая царапина теряет ее стоимость сразу же. Говоря про акции компании, можно присмотреться.
Ну и говоря там про спотовый, то есть в виде ценных бумаг, тоже можно присмотреться, но опять-таки на кусочек только своего капитала, потому что золото, оно тоже ведет себя всегда по-разному, тоже довольно волатильно, но все равно. То есть не всегда решает задачи клиента. Вот здесь вопрос был, выгодно ли брать кредит в рублях, но мы говорили, что это сейчас как самое время брать кредит в рублях, потому что рубль, очень высокая вероятность просто обесценится, да? Ну, смотрите, друзья, здесь вот брать кредит для инвестиций таких вот, да, то есть не для бизнеса, а инвестиций, чтобы их выливать в фондовый рынок, вообще нельзя. Это первое правило финансовой грамотности, то есть такой вещи нельзя делать. То есть и кредит кредиту рознь, да, если человек там возьмет за 15%, за 20% какой-нибудь потреб, то все, то нельзя, ни в коем случае никак. Если только в рамках ипотеки, с помощью которой ты решаешь свой жилищный вопрос, то тогда еще можно рассмотреть. Это ставка 8-9% может быть, да, то можно еще рассмотреть. Но, ребят, не выше. То есть вот сейчас вот брать кредит для того, чтобы покупать доллары, вообще нельзя. То есть ни в коем случае. Такое, это реально гадание на кофейной гуще. То есть когда доллар будет 100, непонятно. То есть очевидно, что он будет, но когда конкретно, это вообще непонятно. То есть может сейчас вот реально договорятся с Саудией, да, и доллар у нас опустится там опять до 70, там, например, и поживем вот так вот, да. А может не договорятся, он станет 120, и банк тоже, наш Центробанк тоже лопнет, например, не сможет удерживать такую вещь. Поэтому здесь мы, скорее всего, мы вот в такой вот позиции, что мы как бы, находимся как бы на крайней цепи, на крайней стадии цепочки вот пищевой, да, там министры ОПЕКа там сидят, они решают, вот от многих их факторов тоже зависит, он там с женой поругался, и сейчас вот как-то там подцапался с другими министрами, и на нас это отразилось то, что вот такое произошло. Как это произойдет в следующих переговорах, мы не понимаем. Поэтому, друзья мои, вот такие кредиты вообще не надо брать на такие вещи. Отлично. Все, я думаю, здесь мы будем ставить точку. Ребят, еще раз, финалить будем на чем? На том, что у нас вроде как получается, сделать такие интересные, дискуссии на тему повседневности, которая сегодня есть. У нас сегодня получилось с вами поговорить с очень разными людьми, которые живут, работают в Кремниевой долине, ребята, которые сегодня двигаются тоже в Москве. То есть, еще раз вам объясняю, зачем мы это делаем. Мы это делаем для того, чтобы просто у людей была возможность получать информацию не только по телевизору там, и по книгам, да, там, а брать ее напрямую экспертам и задавать этим экспертам вопросы. Ту тему, которую мы сегодня взяли как основную, мы взяли как раз ее на основании как раз вот ваших запросов. И я вот здесь, когда будет уже у нас в записи это вся эфир, у нас лежать, там мы сделаем какую-то форму, тоже в Google, скорее всего, и спросим у вас мнение, как лучше нам подготовиться к следующей встрече, что бы вам порекомендовали. Мы даже готовы поэкспериментировать еще раз, да, с форматом, мы каждый раз готовы что-то делать по-другому, по-разному, да, там. Дайте нам обратную связь, дайте нам ее, вот там сейчас мы сделаем, наши ребята выложат такую Google форму и вам предложат там указать тему и предложат вам, соответственно, написать, что нам нужно в следующий раз сделать лучше. Кроме этого, я вас призываю, внизу у нас есть телеграм-чат, будет ссылка, когда это будет записи, уже лежать на нашем канале, там будет ссылка в телеграм-чат, вступайте туда для того, чтобы получить ссылки на следующие трансляции наши. И там же мы договариваемся сегодня и пробуем такой эксперимент, флешмоб такой делаем, да, то есть что у нас получится, а если мы, например, вот так вот все вот захотим, например, друг с другом, так скажем, вместе поработать, но для этого сначала фильтрануться, да, то есть, и что если, например, у нас у всех, вот, кто сейчас смотрит это видео, получится не просто вот сейчас так вот общаться вот, через экран монитора, да, а уже потом продолжить общение где-то в чатах с теми людьми, которые так же, как и вы сейчас смотрите, у которых проблемы такие же, как у вас, но они живут, например, в каком-нибудь другом городе. Может быть, они живут в Штатах, а может быть, это живут они в России или на Украине или в Казахстане. Так вот, я думаю, что если мы все в этот чат вступим, мы в будущем предложим вам способ, как мы сможем, вот этот, пройдя фильтр, вас потом состыковать, делать для вас более узкие, более полезные встречи и делать контент, который мы будем потом выкладывать как раз тоже на YouTube. Я думаю, что если мы так вот сами себя самоорганизуем, возьмем на себя какую-то ответственность и будем что-то каждый день делать для этого, я думаю, это можно будет сделать, потому что у каждого из нас появилось свободное время, так или иначе, да, то есть в это свободное время он хочет разобраться, как правильно ему все с нуля строить, да? То есть кто-то финансовый будет свой какой-то план с нуля строить, потому что у него был один план, а сейчас его нужно переписать. Кто-то будет строить свой какой-то новый бизнес-план, кто-то бизнес-модель. В это время самое крутое, самое лучшее, которое я для себя всегда находил, для своих решения своих задач, это люди, да, то есть, соответственно, у нас есть люди крутые, есть люди, которые живут в Кремниевой долине, есть ребята, которые тоже очень крутые, живут в других местах, и мне хотелось бы попробовать
через наш вот YouTube-канал, через наш чат в Телеграме, чтобы мы сумели потом вот, ну, как бы самоосознать себя, кто есть кто, и как бы договариваться и встречаться. Вот, если Сергей что-то хотел еще добавить, я бы дал тебе слово, и если нет, то я уже буду... Я бы тут, наверное, просто зафиналил. Наверное, скажу снова там очевидную вещь. Но если у вас офлайн бизнес, то нельзя терять время, нужно точно проанализировать свою текущую ситуацию. Нужно делать перепаковку в сторону онлайн с учетом новой культуры потребления. Если у вас онлайн-бизнес, то здесь нужно точно отстраивать стратегию выхода на международные рынки. Потому что спрос сейчас растет везде, и, наверное, логично продавать свой продукт там, где валюта не будет обесцениваться. Окей. Сергей, спасибо тебе. Ленар, спасибо. Ребят, всем Пожалуйста. что были все это время с нами до конца. Если вы смотрите это сейчас, но до сих пор еще по каким-то причинам на нас не подписаны, подписывайтесь. Обязательно пишите комментарии, нам очень важно понять, ну, что и как. Только конструктивно пишите, чтобы, знаете, было вот, ну, какой-то опираясь на ваш опыт там и так далее. Потому что советы как бы такие просто налево-направо так внимательно не читаем. Если конструктивно нам напишите и там предложите, может быть, какую-то свою помощь. Кстати говоря, я даже открыт к тому, чтобы кто-то из вас в будущем модерировал, а не я, например. То есть, если у вас есть такой опыт, пожалуйста, тоже напишите в комментариях, напишите видео, как вы готовы, какой у вас был до этого опыт. Я уверен, что есть много людей, которые могут сделать это лучше, чем я. Мне просто все дают советы, но я просто сразу предлагаю людям прямо от слов к делу перейти. Если вы хотите, я, в принципе, готов найти такого человека и ему это делегировать. Вот. Всем спасибо вам, что досмотрели. Давайте на связи, не переключайтесь. Все, Руслан, спасибо. Пока-пока. Пока.